Здравствуйте, вы смотрите программу «Лавзона», в студии Петр Гарч. Сегодня вместе с политическим аналитиком Алексеем Тулбари мы обсудим наиболее актуальные темы нашей страны. И не только. Господин Тулбари, здравствуйте. Добрый день. Рад вас видеть, слышать. Вы нас слышите, да? Да, слышу вас. Хотелось бы начать с темы заявления Илона Шора, который вот буквально вчера заявил о том, что он сворачивает все социальные проекты в Молдове. Под социальными проектами господин Шор, наверное, имеет в виду и поддержку многих политиков, и в том числе и чиновников, я имею в виду примаров, там, советников в Молдове. Вас это решение удивило или оно, в принципе, на ваш взгляд, было предсказуемым, учитывая результаты парламентских выборов? Учитывая результаты парламентских выборов, я думаю, что парламентские выборы не релевантны в этом смысле. Ну, релевантны в той мере, в которой Шор и прочие рассчитывали на победу и на триумфальное возвращение. В этом смысле да. Но все равно это решение неожиданное, потому что речь идет о местных советниках, речь идет о примарах, к которым Шор обратился с просьбой значит, подать в отставку, сложить мандаты и так далее. И то, что он уходит, по-моему, это очень хорошая ситуация, хорошая новость для нас всех. Вот мы видим, что подали в отставку примар Аргеева, примар Таракли. В общем, это дает возможность этим двум городам выбрать себе по-настоящему ответственную местную власть. Я не знаю, что как советники будут поступать. Там советников местных не очень много, 330 человек и около 49, если не ошибаюсь, районных советников у Шора. И около 30 мэров. Вот в общем, то, что у Шора есть по результатам местных выборов. То, что Шор заявил о уходе, говорит о том, что, в общем, нет ресурсов для того, чтобы разбрасываться на Молдову, на Киргизию, на помощь Кремлю в обходе санкций, то, чем занимается сегодня Шор. И он решил сконцентрироваться на том, на что он делает сегодня. Ему, в общем, перспективы молдавские теперь уже не очень интересны, потому что он неплохо устроился в России, стал там нужным, важным человеком, и, по всей вероятности, свою жизнь, свое будущее будет связывать с Российской Федерацией. Он сейчас такой важная персона в схеме по уходу от международных санкций, по использованию всякого рода финансовых схем, в том числе криптовалют, для того, чтобы избегать вот этого блокажа, с которым сталкивается Российская Федерация сегодня в результате того, что она развязала войну в Украине. Ведь Шор почему работал в Молдове? Он хотел вернуться в Молдову, хотел снять с себя обвинения и, в общем, продолжать делать то, что делал до сих пор в нашей стране. И сейчас он понимает, что это для него без перспектив. Я оцениваю вот эти его заявления, уход от молдавской реальности, уход из молдавской политики, как некое предательство. В первую очередь людей в Гагаузе, которым он наобещал 3 короба. И, в общем, все эти обещания не были выполнены до сих пор. Но сейчас вообще он лишил и политической поддержки своих представителей и в Гагаузии, и по всей стране. То есть это безответственное поведение. Это некоторые комментаторы сравнивали деятельность Шора с деятельностью Хезбаллы в Ливане, где Хезбалла раздавала вот так, как делала деньги Ирана социально уязвимым слоям населения. Тут он тоже социально неблагополучным стратам или группам населения раздавал российские деньги. И при этом позиционировал себя как благодетель, как герой и так далее. Но многих подставил. Вот, в частности, мы знаем эту историю с госпожой Акбаш, которая
получила якобы от исполкома Гагаузии 20 тысяч евро, а потом оказалось, что это деньги какого-то соратника Шора, который исполком направил там на поддержку местных производителей. Одним словом, печальный конец мафиози Шора в Молдове. Я надеюсь, что в Молдове он уже вернется в наручниках и отсидит положенный ему тюремный срок. Больше, значит, я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы Шор в какой-то другой форме участвовал активно в политической жизни страны. Господин Тулбери, на ваш взгляд, что делать с людьми Шора? Я имею в виду, что вот люди Шора это прежде всего верхушка, да, то есть которая вот этой вот структуры команды Шора, потому что, да, на многих из них есть уголовные дела, даже есть судебные уже решения, но почти все сбежали из страны. И мы помним, что произошло после ухода Плохотнюка, да, то есть там вроде было там как захватческое государство, там вроде все ожидали, что вот сейчас-то понесут наказание люди, которые служили Плохотнюку. Вы как видите ситуацию? Не повторится ли похожая история сейчас? И означает ли это, что Молдова до сих пор так и не стала таким правовым государством в полной мере? То есть я имею в виду в каком плане правовое? То есть когда человек осознает, что если он совершил нарушение, правонарушение там, или коррупцию, то он 100% ответит за нее. А не так, что ваш босс ушел из молдавской политики, поэтому нам нет смысла теперь уже с вами бороться. Главный принцип правового государства: за преступление неотвратимо следует наказание. У нас это не работает. Вчера в суде, а вчера было первое появление публичного Плохотнюка в суде в Кишиневе, он заявил, что они требуют приглашения со стороны защиты других свидетелей, не вот этих курьеров, как он выразился, которые бегали там между институтами и тратили какие-то деньги, а главных фигур, которые принимали решения вместе с ним, его подельники, так он сказал. Премьер-министров, председателей Конституционного суда, значит, прокуроров, депутатов, министров и так далее. Значит, вот все эти люди, подельники Плохотнюка времен захваченного государства, на свободе. Никто не понес никакой ответственности, никакого наказания. Премьер-министр Филипп, самый мафиозный премьер периода Плохотнюка, сегодня является директором Судзукер Молдова. Этот Филипп в таком угаре мафиозном отменял решение законного избранного парламента и распускал парламент, назначал досрочные выборы в июне 2019 года. Ему ничего за это не было. Он участвовал в узурпации власти, он сейчас на свободе, более того, на таком очень хорошем месте. Значит, то же самое будет и в отношении так называемых людей Шора, кроме тех, в отношении которых уже принято определенное решение. Там Лозуван, Нестеровский, Таубер, кто там еще. Гуцул. Да, эти люди сейчас уже, значит, они получили приговоры, но в отношении других людей, Константинов, Алексей Лунгу, примарица Маргеева, если она замешана в каких-то уголовных делах, примар Таракли и так далее. То есть эти люди, против них должны быть открыты уголовные дела, если они замешаны в уголовных преступлениях. И они должны отвечать за уголовные преступления, которые совершили. Конечно, они должны нести ответственность. Должны ответственность нести те, которые организовали этот цирк в апреле-мае 2023 года на так называемых выборах Башкана. Это, с моей точки зрения, это должно последовать. Но будет ли это, я не уверен.
будут ли какие-то действия, будут они доведены до конца. Повторяю, пример процесса над Плохотнюком демонстрирует нам, что молдавская прокуратура, органы правопорядка не готовы такого рода расследовать такого рода дела и представлять серьезную доказательную базу для рассмотрения этих дел в судах. А Значит, почему вы так считаете? два доклада Международного агентства КРОЛ указывают на то, что Плохотнюк главный бенефициар кражи миллиарда украли в 2014 году. Значит, ему сейчас меняют, инкриминируют 40 миллионов евро, еще какие-то там дела, как миллиард. То есть он 40 миллионов сейчас может из кармана вытащить, вернуть государству, и на этом он чит, как мы должны рассматривать вот эту ситуацию. Вот это беспокоит. То есть, вы правы, когда формулируете вопрос таким образом. Если у нас сегодня правовое государство, способное вот с такого рода вещами сталкиваться, рассматривать такого рода преступления, пока нет, есть вопросы огромные, большие с этим. А у вас какие ожидания от судебного дела Плохотнюка? Значит, ожиданий у меня нет, у меня есть пожелание. Я хочу, чтобы Плохотнюк был осужден за то, что он совершил. И чтобы в отношении него был принят справедливый суд, то есть справедливое судебное решение. То есть осуждение не является самоцелью, потому что мы видели, был осужден Платон за то, что не совершал. Его освободили, потому что он не имел отношения к краже миллиарда, но он имел отношение к рейдерским захватам там, и так далее, к другим преступлениям, которые сейчас значит, просто зависли, потому что потом нет страны. Был за несовершенные преступления осужден Филат по ложному доносу Шора. Тоже был освобожден. Хотя Филат был замешан в других преступлениях. Теперь, значит, не знаю, в отношении Филата будут еще какие-то расследования или нет. То же самое с Плохотнюком. Его могут просто впихнуть тюрьму для того, чтобы якобы показать всем, что вот восторжествовала справедливость. Но если его осудят за то, что он не совершил, и не осудят, и не рассмотрят те преступления, а главное преступление – это узурпация власти, это разрушение демократии и государства в целом в Молдове. И он сам говорит о том, что мои подельники были премьеры, были управляющие Национальным банком, председатели конституционных судов, и, очевидно, речь идет о Танасе. Потому что тот, в общем, любое желание удовлетворял Плохотнюка, вот так вот, по мановению палочки волшебной. Сейчас кто у нас Танас? Сейчас он учит демократии. Значит, такой активный, выступающий на всех пабликах и так далее, с нравоучениями. Это недопустимая ситуация. Вот, поэтому ожиданий у меня особых нету, но есть пожелание, чтобы этот человек ответил за то, что совершил, чтобы в отношении него было принято правильное, справедливое судебное решение. Если он виноват, он должен понести ответственность за то, что совершил. А есть ли у вас Повторяю, опасения? так как идет судебное рассмотрение, идет суд, я не вижу движения вот к этому, о чем я говорю, потому что никто не говорит об узурпации власти, хотя доказательства все видели по телевизору, как Конституционный суд там 13-14 июня 2019 года принимал по нескольку решений, как взбесившийся принтер, значит, принимал решение, отменяющие решения парламента, решения нового парламентского большинства и так далее. Это узурпация власти. То есть они выступали против законной власти Молдовы. Ничего по этому поводу не слышим. И, повторяю, криминируют этому человеку смешные суммы по сравнению с тем, что он вывел из публичного обращения. Сколько он наворовал в этой стране. Речь идет о миллиардах долларов и евро, ему инкриминируют несколько десятков миллионов пока. Я не знаю, что там дальше будет, но пока значит, радости и оптимизма ничего это не приносит.
Вокруг Плохотнюка сложилось такое мнение, что у этого человека были компроматы на всех. Ну, или на большую часть политической элиты, и не только в Молдове, да. Мы видели, что в принципе никаких компроматов не появилось за последнее время. Вот у вас есть опасения, что это может быть такая неофициальное какое-то соглашение по поводу того, что Плохотнюк может получить более мягкий приговор или судебный процесс, да, там, потому что имеет же значение, вот мы говорили про сумму, да, ему вменяют 40 миллионов. Я думаю, что есть большая разница, если тебе будут вменять 300, 400, 500 миллионов евро или, да, или 40 миллионов, из которых еще не факт, что прокуроры смогут доказать, что это все, ну, смогут доказать, что это именно ему принадлежит. Вот вы видите опасения в том, что судебное дело Плохотнюка могут свести на нет, или же просто что он получит более мягкое наказание? Из-за каких-либо документов, аудиозаписи или видеозаписи, которыми он никогда не брезговал. Я не думаю, что у Плохотнюка есть какие-то компрометирующие материалы против Майи Санду или против там членов нынешнего правительства. Может быть, по Ричину что-то есть, но Ричан уже не в правительстве. Ричина мы слышали в прошлой эпохе. Слышали, как он говорит с главой налоговой службы там, и так далее. Значит, он крышевал какие-то бизнесы, это совершенно очевидно. И просил этого из налоговой службы, значит, ослабить хватку в отношении каких-то компаний. То есть Ричан довольно неоднозначная фигура, но, тем не менее, вот это ему не помешало быть министром и премьер-министром. Значит, я не думаю, что Майя Санду может участвовать в такого рода комбинациях. Что Майя Санду заинтересована, и нынешняя власть в целом заинтересована э, продемонстрировать всему миру, Молдове, молдаванам, международному сообществу, что в Молдове что-то меняется. Что в Молдове появляется юстиция, которая способна, значит, расследовать такого рода преступления, в которых был замешан Плохотнюк, и выносить справедливые решения по такого рода преступлениям. Почему? Потому что это напрямую связано с нашим будущим. Если у нас нет юстиции, не видать нам Европейского Союза и вступление в Европейский Союз как ушей от мертвого ослика, извините за это выражение. Нам не светит вступление в Европейский Союз, и у нас не будет прогресса по реформе юстиции, по борьбе с коррупцией. Поэтому я не вижу тут какой-либо мотивации со стороны политической власти. Другое дело прокуроры и судьи. Там изменений особых не произошло. Несмотря на то, что вот у нас идет Ветин, якобы очищается система, но сказать, что у нас какие-то прорывы, мы не видим прорывов. И это просматривается и по соцопросам, в которых и судебная система, и прокуратура остается институциями, остаются с самым низким уровнем доверия со стороны населения. То есть прорыва там не произошло. И то, что касается так называемой реформы юстиции со стороны ПАСов, значит, они тоже пошли по пути не очищения системы, не привлечения в прокурорский корпус и в судейский корпус новых людей, не замазанных, не скомпрометированных, а пошли по пути лоялизации, то есть перетягивание старых кадров, тех, которые обслуживали мафию, на свою сторону. И те с удовольствием перешли на эту сторону, поклялись верности, сказали, да, вот мы были нехорошими до сих пор, а отсюда и далее будем хорошими. Целуем вам ботинки, обещаем там больше ничем таким не заниматься. И эти остались, в общем, довольны, и Министерство юстиции, и президентура остались довольны такими заявлениями. А прокуроры и судьи продолжили заниматься, значит, темами коррупционными и теми делами, которые занимались при Плохотнике, может быть, в меньших масштабах. Вот и все. То есть у нас насквозь гнилая система правосудия. Это не моя оценка, это оценка всех.
Это общее место в Молдове. Никто про это не говорит хорошо, про систему правосудия. Потому что изменений фундаментальных я там не вижу. Вот на уровне прокуроров и судей там могут быть какие-то соображения такого плана. Потом не надо забывать, например, Плохотнюк – это тот подсудимый, который, в общем, его не может остановить ситуация, когда он может пообещать судье, прокурору там миллион, 2 миллиона евро, да, за, допустим, какую-то линию развития процесса. То есть для него это не проблема. Он покупал депутатов, мы помним, пачками покупал депутатов в 15-16 году. Он содержал министров, он платил судьям. Речь шла о миллионах. И сегодня он может себе это позволить. У меня нет никакой уверенности, что те прокуроры, те судьи, которые занимаются его делом, выдержат такого рода соблазн. Если тебе дают 1 миллион и 2 миллиона евро, и это, в общем, решает все твои проблемы материальные в этой жизни, и, может быть, и будущих поколений, то ты, конечно, можешь дать слабину, и обычно так и происходит. Поэтому мы в большой опасности, и ситуация очень неприятная. Хотелось бы затронуть тему, довольно интересное выступление Александра Стояноглу, который обратился уже в Генпрокуратуру по поводу ситуации с дроном, упавшим дроном. То есть господин Стояноглу, бывший генпрокурор, обратился в ведомство, в котором он долгое время работал. То есть, по его мнению, получается, что этот дрон не должны были ставить на ступеньках перед зданием МИДа Молдовы, то есть, что этот дрон является вещдоком. И вот у Стояногла было несколько уже выступлений там, или постов, связанных с дроном. То есть, по его мнению, все это превратили в шоу. На ваш взгляд, в этой ситуации, во-первых, почему для господина Стояногла стало так важно акцентировать это внимание? То есть речь идет о каких-то политической борьбе или речь больше, он с точки зрения бывшего генпрокурора, его это возмутило? То есть вы как видите ситуацию? Потому что этот дрон стал одной из самых политизированных тем последних 2 недель, да, то есть и он очень обширно обсуждался. И мы видим, как то есть, часть политиков заявили, что и этот дрон, он еще и был связан с решением, по-моему, парламента окончательно закрыть вот этот русский дом. И очень разные мнения. То есть вы как видите, зачем политики до сих пор вот эту тему обсуждают? Если хронологически, то русский дом закрыли до дроновой атаки. Поэтому нет прямой связи. Русский дом закрыли, потому что Россия страна-агрессор, и это ненормально. Значит, иметь дом русской культуры, государство, которое убивает людей в соседней стране. Ладно, это другой разговор. Господин Стояногла сегодня представитель оппозиции. Значит, любая тема, тем более такая острая, как тема безопасности, физической безопасности населения страны в целом, является поводом для того, чтобы высказаться. Оппозиция всегда должна быть активной. Когда есть повод поддержать власть, они поддержат. Когда, наоборот, есть повод для критики, они критикуют. Я тоже считаю, что... Я не знаю, насколько серьезно выставление этого дрона на крыльце Министерства иностранных дел. Я считаю, что это... Мне это непонятно. Это какой-то, так сказать, такой жест демонстративный. Мне тоже непонятны призывы выслать посла. Они официально там не очень звучат, но звучат из таких кругов сторонников ПАСа. Выслать посла Озерова и так далее. То есть проявить какую-то твердость. А при чем тут посол? Посол может быть антипатичным человеком, он продвигает интерес собственной страны, но наказывать дипломатов для того, что делает политическое руководство страны, это мера экстраординарная, и потом надо сохранять хоть какую-то возможность для диалога. Как раз дипломаты являются такой возможностью.
такой возможностью для сохранения какого-то обмена информационного, передачи каких-то сообщений и так далее. По поводу Стайногла. У Стайногла должны быть гораздо более интересные темы для публичного выступления. В частности, что происходит в прокуратуре. Потому что я, например, считаю, что Стайногла это был очень хорошим генеральным прокурором, с которым не может сравниться даже и близко никто из тех, которые его заменили после этого. То есть и то, что сделала политическая власть, сняв Стайногла с поста, сфабриковав против него уголовные дела, потому что там ничего не было доказано, это огромная ошибка. Это привело к еще большей деградации ситуации в молдавской прокуратуре. Вот я думаю, что Стайногла должен, наверное, сконцентрироваться на том, что происходит в прокуратуре, на той сфере, в которой он очень хорошо разбирается. И он будет очень убедительным, когда будет по этим темам выступать. Другое дело, что существуют эти уголовные дела, которые открыты против него, и я чувствую, что его это угнетает. И он, в общем, опасается, что он может свою личную ситуацию усугубить. Хотя он сегодня депутат, есть определенная степень защиты и так далее. То есть надо быть смелее, с моей точки зрения. А дроны, да, это серьезная тема. Это то, что она касается вопросов безопасности. Сегодня это герберы, в которых нет взрывчатки, а завтра могут быть шахеды. Вот позавчера бомбили Белград. Это наша граница. Вот это прямо в непосредственной близости. И сожгли там, поубивали людей и так далее. То есть это очень серьезно. Хотелось бы затронуть тему итогов заседания Высшего Совета Безопасности. Он буквально вот в середине этой недели прошел. По его итогу президент Майя Санду она представила такой краткий план по укреплению демократической устойчивости Молдовы на 26-27 годы. Если коротко, то в принципе Санду назвала три основных пункта. Это информационная устойчивость, киберустойчивость и борьба с незаконным финансированием. Я видел реакцию еще до того, как вот Санду объявила три этих пункта, да, что они будут основными. Я видел реакцию журналистки Марианы Раци в социальных сетях, которая удивилась, что в повестке заседания Высшего Совета Безопасности нет тем, связанных с теми же дронами, с наркотрафиком. То есть проблема, которая участила, а может быть она и в принципе была, просто сейчас больше о ней говорят. И с контрабандой оружия. Да, то есть как бы вот темы, которые вроде бы на повестке, многих волнует, проблема есть, этих тем нет. Во-первых, ваше мнение по поводу этого плана? Почему он сейчас возник, зачем он вообще понадобился? И эти пункты, они действительно ключевые для Молдовы? Я так понимаю, что в определенных очень важных частях вот этого плана в его написании принимал участие Стратком. Это специальное учреждение государственное, которое было создано для выработки такого рода текстов и стратегий. В этом смысле я поддерживаю этот план. Должен быть какой-то общенациональный план, которого все должны придерживаться, и это поможет нам увеличить сопротивляемость вот этим гибридным атакам, которые приходят извне, на нашу страну. Это, во-первых. Во-вторых, значит, эти атаки с уходом Шора, с завершением выборов и так далее, они не прекратятся, они будут продолжаться. И это, в общем, наше уже постоянное состояние, когда будет что-то происходить на этих площадках, в социальных сетях, в виртуальном пространстве. Значит, будут эти атаки пропагандистские, будет что-то происходить и с использованием криптовалюты и так далее, и так далее. Поэтому мы, в общем, должны к этому быть готовы. Поэтому я ничего странного в том, что этот план был принят, не вижу. Другое дело,
что есть вопросы по повестке дня этого Национального совета безопасности. И э, помимо того, что говорила Рад, у меня еще есть вопросы. Почему вот все эти вопросы обсуждаются на Национальном совете безопасности, абсолютно бесполномочном, а не обсуждаются на заседаниях правительства, которые имеют все полномочия этим заниматься. То есть у нас самый главный орган, исполнительный, полномочный орган в стране – это правительство и премьер-министр. То есть они не раз там в несколько месяцев должны обсуждать и информационную безопасность, и кибербезопасность, и контрабанду оружием, и наркотрафик, и атаки дронов. На каждом заседании правительства эти вопросы должны обсуждаться, если в этом есть необходимость. Нет, почему-то это происходит в другом месте. То есть вот это искажение функционирования политической системы, это не что-то не новое для Молдовы. Это мы наблюдали при Воронине, это мы наблюдаем и сейчас. Когда власть начинает сконцентрироваться там, где ее не должно быть по Конституции. Мы помним, что летом был консолидирован этот Высший совет безопасности, потому что президент не была уверена в том, что будет сформировано проевропейское правительство. Поэтому она пыталась создать такой второй центр управления в президентуре. Но выборы прошли нормально, победили проевропейские силы, у нас проевропейское правительство. Надо бы оставить это правительство действовать согласно с Конституцией, с использованием своих полномочий и так далее. Нет, все равно что-то президент перетягивает на себя. И самое смешное во всем этом то, что в этом Совете Безопасности сидят все члены правительства. Все правительство там сидит. На Совет они должны приходить и отчитываться перед президентом и перед членами Совета о том, что было сделано по той или иной проблеме, и получать по шапке, если необходимо. А принимать такие решения, там, заниматься управленческими проблемами на Совете, это неправильно. Я думаю, что эта практика, она пользы большой не принесет стране. Я бы посоветовал президенту, значит, серьезно поговорить с премьером, правительство в целом, и нагрузить это правительство вот этими проблемами, чтобы они эти проблемы решали системно, еженедельно, ежедневно, а не в режиме компоненщины или в авральном режиме, так это происходит сейчас. Да, они приняли какую-то стратегию, но мимо этого совета прошли вот эти темы, которые говорят рации, которые говорят все общество. На нас падают дроны, и по стране переводится оружие, наркотрафик увеличился там и так далее. На высшей стадии безопасности это не считается насущными проблемами. Говорим опять о каких-то таких вещах, которые, в общем, тоже важны, но не настолько насущны. Поэтому есть вопрос, и поэтому совет. Господин Тулбур, я вас благодарю за участие в сегодняшней программе. И, конечно же, будем внимательно наблюдать за развитием событий по этим темам и не только. Еще раз напоминаем, что сегодня у нас в гостях был политический аналитик Алексей Тулбури. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Just get it on.
«Время для себя» — это программа о том, как улучшить свое здоровье и быть счастливым каждый день. Сегодня я, Алла Бюки, наш эксперт-нутрициолог Анна Георгиев, расскажем вам, попытаемся, по крайней мере, разобраться в вопросе мужского здоровья, питания для мужчин, особенности в разные этапы жизни. Конечно, в принципе, для каждого человека в любом возрасте есть какие-то основные правила, которые нужно придерживаться. Да? Это правильный рацион, это правильная тарелка, о которых мы неоднократно говорили в предыдущих наших программах. Но, на мой взгляд, все-таки каждый возраст имеет свои особенности, которые мы сегодня хотим разобрать и более детально понять все-таки, допустим, до 30 лет, старше 50 лет, как питаться мужчинам, чтобы быть всегда здоровым, молодым и энергичным. Анна, скажите, пожалуйста, в чем все-таки суть правильного образа жизни, да, правильного питания до 30 лет, когда формируется мужской организм, да, особенно это подростковый возраст, это время, когда молодые люди любят есть фастфуды, да, такой вот запивать все это колой. Почему это важно все-таки? Ну, до 30 лет это достаточно продолжительный период, там все-таки стоит его разделить, да, на вот как раз период пубертата, да, когда формируется так гормональная система, начинает активно так формироваться, период такого подросткового возраста, там она очень сильно влияет на поведение, на психоэмоциональное состояние, и что касается мальчиков-подростков и их гормонального здоровья, да, и как следствие физического и самочувствия, это еще такой период активный, там и школа, и социум, друзья, все это на фоне, так скажем, нестабильной еще гормональной работающей системы, да, там идет всплески гормонов, и поэтому может все восприниматься немножко острее, да, чем мы с вами можем воспринимать. Тут стоит мамам обратить внимание, конечно, на режим сна. Сейчас, кстати, такой образ жизни у современной подростков, да, молодежи, что как раз-таки максимально все пункты, которые могут влиять, да, на качество формирования гормональной системы, не соблюдаются. Это и сон, баланс сна, который сейчас практически отсутствует, да, это очень сильно влияет на здоровье гормональное, формирование гормональной системы. Это и питание, которое сейчас у подростков, школьников тоже очень сильно страдает, так как особенно они большую часть времени, да, достаточно много времени проводят вне дома, и чем они там питаются, как бы они только не знают. Я сама часто сталкиваюсь, да, в магазин приходишь, рядом школа через дорогу, и на каждой перемене это либо какая-то булочка, это либо чипсы с газировкой и так далее. Это, еще конечно, энергетики. Кстати, вот я смотрю, молодежь очень сейчас увлекается энергетическими напитками. Это, мне кажется, еще больше усугубляет. Это вообще отдельный пункт, это не только касательно гормонального здоровья. Я категорически молодежи не рекомендую пить энергетические напитки. Категорически не только молодежи, вообще в принципе всем, потому что они очень сильно убивают нервную систему. То есть это достаточно большой агрессивный фактор, который влияет именно на качество работы нервной системы. Конечно, там будет задействована и гормональная система, так как вот эти всплески кортизола, да, стимуляция излишней нервной системы. Кровь. Помимо глюкозы, да, она там может быть как-то без сахара, сейчас есть различные, но тем не менее возбуждает нервную систему очень сильно, что очень негативно сказывается, да. И так сейчас слишком много возбудителей, это и нагрузка в школе непомерная, да, нагрузка, и это могут быть часто у подростков, это какие-то секции спортивные и так далее, то есть это работая вот на практике с подростками, как с девочками, так и с мальчиками, особенно с мальчиками, у них часто наблюдаются очень большие дефициты, которые влияют уже в таком возрасте, подростковом возрасте, у них уже есть дисбаланс в становлении гормональной системы. То есть там и проблемы с тестостероном, и ожирение уже в маленьком, достаточно маленьком возрасте, там уже и проблемы с сахаром, как следствие, с инсулином, с сахаром, преддиабеты, часто диабеты в достаточно раннем возрасте. Это все связано с образом жизни, с большими нагрузками, то есть стресс постоянный у ребенка, это с физической нагрузкой, которые никак не компенсируются, то есть изнутри, то есть это не компенсируется питанием и отдыхом, то есть это дополнительный стресс. Это питание, как я уже сказала, некачественное, не сбалансированное, плюс отсутствие качественного сна. Все это влияет крайне негативно на подростков, и тем самым нарушается дисбаланс уже в этом возрасте, и дальше, конечно, будет только хуже, если ничего не делать. Как бы тут уже ответственность родителей во многом, чтобы немножко это балансировать, потому что на самом деле, запуская в этот период, дальше достаточно сложно это корректировать.
Ну, вообще, как правильно сочетать все-таки вот питание с активным образом жизни, потому что до 30 лет, конечно, это самый активный возраст, когда люди готовы, там, не знаю, горы залезть на самую высокую гору Эверест. Ну да, это период как раз-таки достигаторства, что нужно как можно больше успеть, можно и карьеру построить, там и семья, и карьера, и все нужно успеть, все нужно сделать, и мужчина находится под очень большим стрессом, то есть регулярный, постоянный, хронический стресс, это может быть и острый, и хронический, и вместе, что крайне негативно влияет именно на мужское здоровье и с точки зрения гормональной системы, потому что постоянно высокий кортизол, там начинается дисбаланс с инсулином, это может привести к диабету, плюс несбалансированное питание, там уже идет и начинаются проблемы и с сосудами, сейчас проблемы заболеваний сердечно-сосудистой системы, я даже на практике с этим сталкиваюсь, это уже далеко не за 50 возраст, это возраст начиная практически с 25 лет, 27, 30, 35, это уже там есть явные, часто достаточно встречаются проблемы с сердечно-сосудистой системой, то есть там уже и повышенный статус, и даже диагноз атеросклероз уже стоит, то есть достаточно большие проблемы и проблемы гормонального характера, то есть, ну, обычно то, на что обращают мужчины внимание, да, на какие-то дисфункции, то есть на плохое состояние своего здоровья, это уже такие запущенные случаи, потому что, как правило, на многие симптомы мужчины не обращают внимания, на некачественный сон, на ночные пробуждения, на такое обычно мужчина не обращает внимания, ну, там плохо поспал, там ничего страшного, высплюсь в другой раз. Переутомился. Да, переутомился, на какой-то сбой сердечного ритма тоже могут не обращать внимания, на излишнее отложение жировой массы тоже могут, там, дефицит мышечной массы могут не обращать внимания, да, на какие-то симптомы со стороны ЖКТ, там вообще даже не говорю, тоже не обращать внимания. То есть, когда уже есть конкретно плохое самочувствие, там, высокое давление постоянно, либо наоборот низкое давление. То есть Как уже, в фильме «Упал, очнулся, гипс». да, То есть когда надо уже решать есть конкретное проблемы. заболевание, как правило, тогда они обращаются. И там уже нужно распутывать этот клубок и смотреть, откуда, когда все началось. Откуда растут ноги, да? Да. У нас вообще в принципе, как заведено, да, мы готовим для всех одинаковое, да, и на всех тарелках одинаковая еда. Есть ли какие-то рекомендации, допустим, что добавить в тарелку у мужчины, да, то есть может быть дополнительно какой-то элемент, который бы, конечно, помог бы им быть энергичными и молодыми? Ну, я бы не стала выделять какие-то отдельные продукты, потому что в целом, если дома питаются полноценно, разнообразно, то этот рацион вполне подойдет мужчинам, да. Те же семена, те же ягоды содержат антиоксиданты, которые будут поддерживать, и вещества, которые будут поддерживать здоровье и мочеполовой системы, и будут поддерживать также состояние кровеносных сосудов. Овощи, клетчатка будут поддерживать здоровье печени. У мужчин очень часто многие заболевания завязаны как раз-таки на дисфункции печени, то есть изначально, да, есть дисбаланс в работе печени, и уже это тянет за собой и гормональные нарушения, и другие нарушения, то есть проблемы с холестерином тоже могут иметь свои корни в работе печени. Но у мужчин в большей степени я бы все-таки им советовала обращать внимание, да, рацион это тоже важно, но у них все-таки они больше склонны к таким переизбытку, скажем так, вредных веществ, таких получаемых из алкоголя и курения, особенно сейчас электронные сигареты, это тоже очень большой фактор риска, поэтому я бы все-таки им рекомендовала больше делать акцент здесь. И качественный сон. Все-таки нехватка сна и вот это постоянное состояние хронического стресса очень сильно могут влиять именно на гормональную систему. Там могут быть проблемы с уровнем тестостерона возникать, также могут быть проблемы с инсулином, ну, что вследствие может приводить к сахарному диабету в совокупности с питанием. В целом образ жизни такой, когда все быстро-быстро, все надо успеть, надо достичь на бегу, он приводит как раз-таки к тому, что вот к годам 35-40 мы уже имеем полный набор всех возможных заболеваний, которые, в принципе, по большому счету не излечиваются, ну, чаще всего просто дается какое-то симптоматичное лечение, которое вы часто должны принимать на протяжении всей жизни, да, это если проблемы там, с холестерином, сосудами, там это могут быть статины, если с диабетом, там постоянные таблетки для снижения сахара, либо давления и так далее, либо у кого есть проблемы с мочеполовой системой, там тоже определенное лечение практически Ну, это всегда. больше уже за 50, за 40
Нет. И в молодом, Нет, к да? сожалению, сейчас это наблюдается картина примерно начиная с 35, 35, 37, 40 лет. Это уже достаточно часто встречается. Это уже далеко не за 50. И часто даже я встречаю на своем опыте, работы с мужчинами, что бывают даже такие случаи, и они достаточно часто случаются, что у мужчин состояние здоровья где-то 60, 62, 63 года, то есть от 55 до 65, примерно такое же, как у мужчин от 35 до 45. То есть состояние организма примерно такое, хотя резервы как бы, да, должна быть как бы разница в пользу более молодых, но тут, к сожалению, нет. Вот Ну, об этом мы поговорим в жизни. следующем блоке, а сейчас я предлагаю все-таки посмотреть один сюжет про питание для мужчин. Хотите оставаться в отличной форме и чувствовать себя энергично до 30 лет? Все начинается с того, что вы кладете на свою тарелку. Первое правило – белок. Мясо, рыба, яйца, творог и бобовые помогут поддерживать мышцы и ускоряют восстановление после тренировок. Для мужчин это особенно важно. Не забывайте про медленные углеводы. Овсянка, гречка, рис или цельнозерновой хлеб дают энергию для всего дня. Овощи и фрукты – ваши друзья. Они насыщают организм витаминами, антиоксидантами и клетчаткой, а это залог хорошего иммунитета и обмена веществ. И, конечно, вода. Для мужчин важно выпивать 2-3 литра воды в день, чтобы оставаться активными и поддерживать правильный водный баланс. Здоровое питание – это не диета, а образ жизни. Начните заботиться о себе сегодня, и ваше тело скажет вам спасибо завтра. Ну, конечно, питание – это основа всех основ, и это наша энергия, это наша сила, это то, чем мы питаемся, заряжаемся энергией и бодростью не только на целый день, но и, в принципе, на всю жизнь. Да? То есть это мы всю жизнь питаемся для того, чтобы быть молодыми, энергичными, здоровыми. Мы говорили о мужчинах до 30 лет. Конечно, я предлагаю в следующем блоке поговорить о среднем возрасте, где, конечно, больше вопросов, больше проблем у мужчин. Это от 30 лет до 50, поэтому переходим в следующий блок. Вы немножко затронули тему этого возраста. Конечно, там уже другие проблемы, более глубокие, более серьезные. То есть то, что мы, мужчины, наработали в течение 30 лет, потом это уже начинает превращаться уже в диагнозы какие-то, да, какие-то уже последствия, какие-то симптомы. Как все-таки обезопасить себя уже в этом возрасте, чтобы было меньше болезней? Ну, в первую очередь, я опять повторюсь, потому что это актуально для всех возрастов, это качественный сон и контроль уровня стресса. Над этим обязательно нужно работать. Если вот это вас... самое сложное. Мне кажется, если со сном можно разобраться, там, заставить себя в 10, допустим, или в 11 Я бы не лечь. сказала, что так легко со сном разобраться. Очень много проблем, потому что сейчас особенно наличие гаджетов, да, и рекомендуется для того, чтобы качественно спать. Легли в 9, а уснули Да, в это час. должно быть достаточно проветриваемое помещение, там должно быть достаточно прохладно, нужно спать в полной темноте. Рекомендуется убирать гаджеты, в том числе телевизор, вообще хотя бы за 2 часа до сна, 2-3 часа до сна. Кто сейчас это делает? Сейчас все практически засыпают с телефонами в руках, да, у всех работа, соцсети и так далее. Это негативно влияет, это не дело одного дня, да, но тем не менее с годами это имеет накопительный эффект. Вы получаете огромный стресс в течение дня, и ночью, когда ваш организм должен восстанавливать ресурсы, когда должно в том числе гормональный фон восстанавливаться, то есть у вас получается, что вы не отдыхаете, а еще больше вгоняете стресс. Постоянно вы берете в долг своего организма. Рано или поздно приходит момент, когда нужно с этими долгами расплачиваться. Что касательно возраста, о котором вы сказали, там нужно все-таки, если разбираться с питанием, помимо, да, сна и контроля уровня стресса, тут все-таки стоит добавить, что необходимо включить регулярную физическую нагрузку, так как с возрастом мы теряем все-таки мышечную массу, а ее необходимо поддерживать, да, для здоровья не только как гормонального, в принципе, да, для здоровья. И в том числе физическая нагрузка будет положительно влиять на эластичность сосудов, что с возрастом, да, тоже как бы страдает еще, учитывая как бы опыт до этого, да, мы постоянно помимо питания, то же самое помимо гормонов воздействия, да, на целостность качества сосудов, помимо этого еще влияет как бы физическая активность, тоже это будет плюсом, потому что часто в этом возрасте как раз-таки у нас возникают у мужчин повышенные риски сердечно-сосудистых заболеваний. Ну вот здесь как раз-таки мужчины в этом возрасте очень увлекаются тяжелым видом спорта, ну имеется в виду там гантели, да, это
какие-то тренажеры, ну, в общем, насколько это положительно влияет? Это достаточно хороший вид спорта, то есть он позволяет наращивать мышечную массу. Тут уже говорит, ну, важно помнить, да, какой-то сбалансированности, то есть это не должны быть чрезмерные нагрузки, которые еще больше будут истощать организм, и это должно восполняться. Любая физическая нагрузка должна сопровождаться хорошим восстановлением, обязательно. Это качественный сон, обязательно это качественное питание. Если вы неполноценно питаетесь, и там плохо спите, вы постоянно куда-то бежите на работе, и при этом у вас регулярная физическая активность, и она достаточно может быть тяжелой, то это будет вам только в минус. Это не будет идти, если вы будете думать, что я занимаюсь спортом, это польза для здоровья. Нет, это так не работает, когда вы не восполняете и не восстанавливаетесь. Но вот я бы рекомендовала не только в этом возрасте, вообще всегда, но в этом возрасте особенно обратить внимание на вот поддержание мышечной массы, на физическую активность. Это могут быть даже аэробные нагрузки, то есть на поддержание здоровья именно сердечно-сосудистой системы. А что касается питания, там в целом как бы примерно то же самое, что и предыдущий возраст. Это достаточное количество жиров, так как они у нас из жиров синтезируются половые гормоны, да, качественных жиров, да, мы не говорим сейчас о трансжирах, это как раз-таки сокращение трансжиров, это уменьшение количества быстрых углеводов, так как это будет влиять на отложение жира, а жировая ткань у нас также продуцирует гормон эстроген, да, который у мужчин часто с возрастом, когда начинает преобладать, мы видим такое телосложение немножко женоподобное, то есть у них грудь увеличивается, у них растет живот, да, это может быть одним из симптомов, да, доминирования эстрогена, то есть избытка эстрогена К чему это может привести? в организме. Ну, там это могут, избыток эстрогена в целом, он может привести к различного рода там заболеваниям. Он может быть как таким спусковым механизмом, также может поддерживать уже те состояния, которые есть. Да? Это могут быть тоже влиять на качество сосудов, на здоровье репродуктивной системы тоже может влиять негативно. Здесь стоит отметить, как бы, что помимо жировой ткани, да, она может продуцировать излишние эстрогены. Тут важно следить за здоровьем печени, что у мужчин тоже часто страдает из-за избытка алкоголя, никотина, кофеина в жизни, потому что печень тоже отвечает за детоксикацию, за вывод эстрогенов, да, когда есть проблемы, там тоже начинается с избытком эстрогена. Пиво, любимое всеми мужчинами, часто, которые потребляют пиво, тоже оно может быть как источником фитоэстрогенов, также может нарушать и работу печени, что тоже приведет к избытку эстрогенов. За этим тоже важно следить, чтобы вследствие это не приводило к гормональному дисбалансу. Давать предпочтение все-таки хотя бы периодически мужчинам есть овощи, есть ягоды, особенно в летний период, когда сезон, побольше ягод, они содержат антиоксиданты, это будет положительно влиять как на гормональное здоровье мочеполовой системы, так и на сердечно-сосудистую систему. То есть побольше овощей, орехи, семена, тоже хорошо, жирная рыба. Ну, то есть достаточное количество жиров должно быть присутствовать в рационе. Таких полезных жиров. Ну, в принципе, в этом возрасте, как раз к концу этого возраста, да, более к 50 годам, у мужчин часто возникают проблемы, что касается гормональной системы, да, именно мужской гормональной системы, это аденомы простаты, это простатит, это воспаление. Как все-таки, можно ли как-то питанием корректировать эти состояния, в принципе, помочь им, чтобы вот они, ну, как бы не дошли до такого воспалительного процесса, потому что все-таки это воспаление в организме. Да, тут, конечно, уже когда есть заболевание, там уже, конечно, без лечения не обойтись. То есть мы можем, конечно, о коррекции образа жизни, коррекции рациона, мы можем, скажем так, поддержать лечение, да, где-то может даже ускорить, заниматься. Но я всегда говорю, лучше профилактировать, не допускать, чем потом лечить. Это гораздо легче. И поэтому как бы за этим стоит следить задолго до того, как. Я вот перечислила все факторы риска, о которых мы сегодня говорили в программе. Все эти факторы риска вследствие могут привести как раз-таки к этим заболеваниям. И если придерживаться более-менее этих правил, если за этими следить, то можно избежать в дальнейшем таких заболеваний. Если же они уже есть, да, если у вас уже будет назначено определенное лечение, опять-таки те продукты, на которые я говорила, нужно делать акцент, чтобы сбалансировать. Там нужно, конечно, уже определенно все-таки придерживаться определенных моментов. Следует исключить и минимизировать из рациона, помимо алкоголя, курения, таких вот элементов, там, быстрых углеводов, сильно жирной пищи, также соленой пищи сильно, каких-то копченых продуктов. Вот такое тоже стоит минимизировать, чтобы, скажем так, поддержать здоровье. Ну, более детально вот об этом и о холестерине, о сосудах мы поговорим в следующем блоке, где обсудим все-таки питание для мужчин после 50 лет.
50 лет это уже, конечно, здесь очень часто целый набор хронических заболеваний, последствий того образа жизни, что было до, как мы с вами уже говорили сегодня. Снижается метаболизм, увеличиваются хронические заболевания. И, конечно, рацион здесь должен быть, наверное, чуть-чуть другим. Я, в принципе, даже по своим воспоминаниям из детства помню, что уже люди в этом возрасте не настолько могут, да, переваривать пищу, которая более тяжелая, более жирная. То есть им уже, в принципе, даже чисто на физиологическом уровне хочется более чего-то легкого, более простого, чем какие-то там сложные продукты. Ну, здесь какие могли бы дать рекомендации по питанию уже после 50 лет, для того, чтобы все-таки холестерин был в норме, да, чтобы сахар не повышался, чтобы сосуды не были забиты бляшками, ну и так далее. Что касается питания в этом возрасте, здесь, в принципе, основные рекомендации те же, да, больше овощей, все-таки прибегать более к легкой пище, не сильно жирной пище, которая не будет нагружать ЖКТ, не сопровождать приемы жирной пищи алкоголем, прием алкоголя не сочетать это, потому что это достаточно сложно в усвоении будет, и добавлять с возрастом как можно больше зелени, антиоксидантов, ягод, чеснок на постоянной основе вводить, петрушку, то есть не обязательно какую-то там рукколу там, и так далее, те же крестоцветные, капусту, простые какие-то да, продукты доступные. Петрушку, да, вот обязательно тоже она очень хорошо будет положительно влиять, да, мы сейчас должны понимать, что мы не говорим то, что вы едите этот продукт, и он вас будет лечить, то есть если у вас, допустим, есть уже атеросклероз, и вы будете есть петрушку и чеснок, то он у вас пройдет, и вы можете не пить лекарства. Нет, конечно, это так не работает. Это, конечно, в совокупности достаточно продолжительное время нужно соблюдать, чтобы минимизировать риски и постепенно, да, снижать. Нужно учитывать и другие заболевания. Здесь уже, конечно, сопровождается это тем, что с возрастом у нас все равно меняется гормональный фон, в том числе как у женщин, так и у мужчин. И это ведет к замедлению обменных процессов, и также может это провоцировать возникновение тех или иных заболеваний, связанных с суставами, да, уменьшается плотность костей, также сердечно-сосудистая система страдает. Но, в принципе, чаще всего сердечно-сосудистая система страдает это уже как следствие накопительного, да, того опыта, который был в более молодом возрасте, того образа жизни. Что касается холестерина, то часто говорят, что нужно есть меньше жирного. Ну, напрямую это не сильно влияет. Конечно, там действительно нужно чрезмерно жирной пищи избегать, но не стоит сокращать количество жиров, даже если у вас стоит, да, диагноз там, повышенного холестерина или у вас есть атеросклероз, там, повреждены сосуды, потому что холестерин из еды мы получаем, то есть это небольшой процент. Основной холестерин в нашем организме синтезируется в печени. И он будет синтезироваться в таком количестве, то есть это будет зависеть от состояния вашего организма, тех процессов, которые происходят. Что касается холестерина, сам по себе он не вреден, из него синтезируются также половые гормоны, он должен продуцироваться, его не нужно искусственно снижать и так далее. Это очень хорошая вещь и полезная. Единственное, что когда мы говорим о холестерине и говорим о том, что он может отлаживаться, да, на сосудах, и тем самым образуются холестериновые бляшки, сам по себе на здоровых сосудах, эластичных сосудах, которые не имеют повреждений, холестерин никогда не будет отлаживаться. То есть в уровне, даже какой бы он высокий ни был, никогда не будет цепляться за ваши сосуды, если сосуды целостные. То есть, когда мы имеем проблему именно с атеросклерозом, то есть мы имеем проблему с возникновением именно бляшек, то есть отложением холестерина на сосудах, то тут в первую очередь стоит обращать внимание именно на целостность сосудов. Не на уровень холестерина, а на целостность сосудов. Потому что если сосуды целостные, там часто это завязано на высоком гомоцистеине, он разрушает сосуды. За этим показателем мужчинам рекомендую регулярно. Это про эластичность сосудов. Да, сейчас они эластичны, и стенки, внутренние стенки сосудов не должны быть повреждены. Есть такой вот показатель, в анализ можно сдать гомоцистеин, он, один из, конечно, показателей, но он также будет показывать высокий уровень гомоцистеина. Помимо того, что там есть риски возникновения других заболеваний, он также будет всегда провоцировать, именно поддерживать разрушение сосудов. И когда есть высокий гомоцистеин, даже небольшое повышение холестерина будет вызывать риски сердечно-сосудистых заболеваний. Но если у вас эластичные сосуды, но у вас при этом высокий холестерин, у вас не будет откладываться он на сосудах. Поэтому тут важно бороться не с высоким холестерином, а следить именно за целостной эластичностью сосудов. Это как раз-таки к вопросу о физической активности, это к вопросу сна, чтобы поддерживать гормональный фон, да? Это к вопросу питания, исключения там быстрых углеводов, жиров и трансжиров,
что будет влиять на обменные процессы, это сахарный диабет, потому что, ну, смотрите, такая цепочка. Если вы много лет едите там несбалансированно, у вас малоактивный образ жизни, высокий уровень стресса, рано или поздно это может привести к потере чувствительности к инсулину, дальше может привести к сахарному диабету второго типа, да, ожирению, постоянно высокий уровень сахара в крови будет разрушать стенки сосудов. Дополнительные другие факторы тоже могут на это влиять. И мы в конце имеем, и дополнительно у нас потом повышается холестерин, он может быть даже невысокий, но если есть, как я сказала, разрушенные стенки, он может откладываться, и мы имеем патологию, да, сердечно-сосудистые заболевания, которые мы уже вынуждены принимать определенные препараты. Хотя, если следили бы достаточно за образом жизни, то можно было изменить. Конечно, вот так это нельзя поменять, но если скорректировать рацион, образ жизни, то можно минимизировать риски все-таки. Ну, здесь я предлагаю все-таки посмотреть один небольшой сюжет про питание для мужчин уже в старости. Здоровье сердца и уровень энергии – это два важнейших аспекта мужского здоровья. Поддержание их в норме требует правильного питания. Сегодня расскажем о продуктах, которые помогут поддерживать сердце в отличной форме и обеспечат себя энергией на весь день. Авокадо – это суперфуд, богатый полезными жирами, которые помогут поддерживать нормальный уровень холестерина и укрепляют стенки сосудов. Это отличный выбор для сердца. Омега-3 жирные кислоты. Они содержатся в жирной рыбе, такой как лосось, сардины и скумбрия. Омега-3 помогает снизить воспаление, улучшить кровообращение и поддерживать здоровье сердца. Цельнозерновые продукты – овсянка, гречка, киноа. Эти продукты обеспечивают организм медленно усваиваемыми углеводами, которые дают долгосрочную энергию и поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Орехи и семена – миндаль, грецкие орехи, семена льна и чиа – богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые улучшают сердечную функцию и помогают поддерживать энергию в течение дня. Бананы – отличный источник калия, который необходим для нормальной работы сердца и помогает поддерживать уровень энергии, особенно после тренировки. Очень часто в этом возрасте людям прописывают врачи статины. Да? Наблюдая за разными нутрициологами, очень многие специалисты против этих препаратов, что все-таки вопрос не в статинах, а вопрос в образе жизни, да? Чтобы просто скорректировать, просто изменить питание, да? Уменьшить углеводы, уменьшить сахар, уменьшить ту же выпечку, да, поедание глютена, и тогда вопрос с холестерином может уйти на нет. Насколько эти статины все-таки вредны для организма, и поможет ли вот такие меры, да, вот альтернативные, более простые в решении вопроса с холестерином? Ну, смотрите, любой препарат, который назначает врач, любой лекарственный препарат, он имеет как свои положительные эффекты, так и некоторые побочные эффекты, да, и мы всегда сопоставляем риски и пользы, да. Если у нас польза преобладает над какими-то побочными эффектами, соответственно, препарат назначается. Как правило, статины не назначаются просто так, они назначаются, когда уже достаточно высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, то есть у нас там есть уже не просто высокий холестерин, да, тогда у нас уже есть разрушенные сосуды, да, куда этот холестерин может, где могут образоваться непосредственно эти бляшки. Поэтому назначаются статины. Действительно, они имеют ряд побочных эффектов. Многие мужчины, кстати, при приеме статинов испытывают эти побочные эффекты, но отменять их самостоятельно я не рекомендую. Это если вам назначил врач, значит, вы должны их принимать. Что вы можете сделать, чтобы компенсировать как-то, да, эти побочные эффекты, снизить риски? Там нужно принимать определенные препараты, то есть поддерживать их витаминами определенными, потому что при приеме статинов их уровень снижается, такой вот как антиоксиданты, коэнзим Q10 также необходимо, да, принимать при приеме статинов. Также я все-таки рекомендую обязательно все равно скорректировать образ жизни, то есть обязательно скорректировать рацион, физическую активность, поработать над сном. У меня даже были в практике случаи, когда были назначены статины, но там был не сильно пожилой возраст, достаточно молодом возрасте, были назначены статины, но при продолжительном, да, мужчина изменил образ жизни, скорректировал питание, и через год он постепенно, у него, конечно, снизились показатели по
холестерину, то есть улучшилось качество сосудов. И постепенно, это, конечно, было все под наблюдением врача, совместно с врачом. И уже, да, через год, увидев показатели состояния здоровья, врач постепенно отменил прием статинов. Но такое происходит не всегда, иногда случаи более запущенные все-таки. Да, действительно, есть риски у препарата, да, есть побочные эффекты, но вы даже должны понимать, что иногда бывают состояния, при которых, если препарат не принимать, у вас достаточно высокие риски там, инсультов, инфарктов, это тоже очень опасно. Поэтому просто так вот, потому что вы прочитали в интернете, что статины вредны, нельзя прекращать их пить, это обязательно надо делать под контролем специалистов, он все-таки может посмотреть ваши анализы, посмотреть ваше состояние здоровья, и уже исходя из этого сказать, можно вам отменять препараты или все-таки еще нельзя. Ну, я надеюсь, что сегодня мы смогли полноценно затронуть тему питания для мужчин, и все наши зрители, мужская часть наших зрителей сегодня много для себя уяснила, да, будут более внимательны как к питанию, в том числе и ко сну, и к уровню стресса, хотя это очень нелегко, да, сегодня при нынешних условиях, когда все в бегах, все бегут, все пытаются зарабатывать, все на стрессах. Но я думаю, что все равно где-то какие-то рекомендации могут быть применены, и, конечно, у нас население будет более здоровым, жить более полноценной жизнью. Ну и здесь, наверное, в итоге какую-нибудь рекомендацию, как заключительную, да, для всех мужчин, чтобы вы могли порекомендовать. Ну, я рекомендую, как обычно, это баланс. Соблюдать баланс, это питание, это сон и это образ жизни. Это кажется как бы банально, но тем не менее это три фактора, которые влияют и могут профилактировать и не допускать в дальнейшем возникновения тех или иных заболеваний. Стоит помнить, в принципе, как мужчинам, так и женщинам, что любое заболевание начинается с вашей тарелки. Да? И следите в молодом возрасте, желательно, когда у организма есть еще ресурсы, обращайте внимание на себя, обращайте внимание на свое самочувствие, не игнорируйте некоторые симптомы, да, потому что лучше на ранней стадии что-то увидеть, предотвратить, чем уже впоследствии это лечить. Обращайте больше внимания на себя, уделяйте внимание себе, своему здоровью. Я понимаю, что мужчины хотят и семью оберегать, и карьеру построить, и везде все успеть, все сделать. Но важно помнить, что если у вас не будет здоровья, вы ничего не сможете добиться и сделать. Да, поэтому берегите себя и следите за своим здоровьем с самого молодого возраста. Сегодня мы с нашим экспертом, нутрициологом Анной Георгиевой говорили о мужчинах, о мужском здоровье, о питании, образе жизни мужчин в разном возрасте. Конечно, берегите свое здоровье, и оно платит вам энергией и долголетием. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Первое, условно, что ошибка, которую допускают многие люди в своих семейных финансах, это тратить больше, чем зарабатывать. Есть условно 5 стадий финансовой независимости человека. Первая стадия – это финансовая зависимость. Кредитная яма очень опасна, потому что если ты продолжаешь тратить больше, чем зарабатываешь, это со временем будет такая самозатягивающаяся петля. Тебе нужно избавиться от кредитов, которые сильно выше, чем ключевая ставка. Нужно просто меньше жрать и больше двигаться. Тебе нужно сделать так, чтобы у тебя доходы превалировали над расходами, чтобы было чуть побольше. Если ты получил доход, ты сначала откладываешь какую-то сумму, которую ты себе условил, а потом тратишь.
Здравствуйте, вы смотрите подкаст на LoveMD, в студии Петр Гарчо, и сегодня мы продолжаем цикл программ, цикл подкастов, посвященных финансовой грамотности. В этом нам помогает финансист Влад Гратьев. Влад, привет, добро пожаловать в нашу студию. Ну что, очередной выпуск мы решили посвятить личным финансам и финансовым привычкам, точнее, таким здоровым финансовым привычкам, которые помогли бы нам в жизни. Но хотелось бы начать, наверное, не с положительных финансовых привычек, а с основных ошибок, которые совершают люди при ведении там, семейного бизнеса, семейных финансов, либо личных финансов, да? Ну, смотри, первая и самая главная финансовая проблема у многих в том, что люди к финансам относятся как, не с точки зрения привычек, а с точки зрения того, что у них есть какие-то деньги, они могут их тратить и так далее. Но в реальности здоровые финансовые привычки это примерно то же самое, что у тебя в привычке для здоровья. Что ты вот встаешь, чистишь зубы, например, да, чтобы у тебя и кариесом не покрылись. Вот в финансах есть ровно те же самые моменты, которые базовые, которые, если ты будешь просто соблюдать, твое финансовое положение будет гораздо лучше. И первое, условно, что ошибка, которую допускают многие люди в своих семейных финансах, это тратят больше, чем зарабатывают. То есть живут непосредственно. Если мы говорим об этом, что есть условно 5 стадий финансовой независимости человека. Первая стадия — это финансовая зависимость. Про нее на ней долго не будем останавливаться. Обычно это просто дети, либо жены, которые не работают, либо члены семей, которые не работают. Эти люди полностью финансово зависимы от другого человека. Вторая стадия финансовой независимости, она называется кредитная яма. Вот я о ней и говорю. Вторая стадия финансовой, она называется кредитная яма. Это когда доходы людей ниже, чем их расходы. Это когда люди зарабатывают меньше, чем тратят. И в такой ситуации им приходится прибегать просто к кредитным инструментам, часто не очень хорошим, не самыми лучшими кредитными условиями. И кредитная яма очень опасна, потому что если ты продолжаешь тратить больше, чем зарабатываешь, это со временем будет такая самозатягивающаяся петля. Тебе все тяжелее будет выйти из этой ситуации. И даже не потому, что условно у тебя там кредиты, и тебе там нужно как-то выплачивать и так далее, а ровно потому, что твой доход сокращается, твои свободные деньги от этого сокращаются. Чем больше у тебя кредитов, тем больше денег ты тратишь на их обслуживание. Условно, если у тебя раньше был дисбаланс такой, что ты зарабатываешь 10 тысяч, а тратишь 12, нужно тебе для жизни 12. Тебе 2000 приходится брать в долг. То когда у тебя эти долги накапливаются, вот эти 2000 накапливаются, то ты зарабатываешь уже не 10 тысяч, а меньше. Потому что часть твоего дохода уходит на то, чтобы покрывать предыдущие долги и обслуживать их. И у тебя дисбаланс еще сильнее растет. Потому что у тебя траты условно остались теми же на уровне 12 тысяч, а доходы твои еще сократились, потому что часть тебе приходится тратить на покрывание этих кредитов. И вырваться из этой ситуации довольно сложно. И если говорить уже о более полезных финансовых привычках, то самый банальный и самый рабочий совет – это меньше тратить, больше зарабатывать. И ты можешь подойти к решению любой финансовой проблемы с переходом на другую финансовую ступень, работая вот с этими двумя показателями. Ты либо можешь пробовать больше заработать, либо пытаешься сократить свои затраты. Если говорить про сокращение затрат, полезно учитывать свои расходы. Конечно, я не имею в виду, что вы там берете большую Excel-таблицу, пишете, на что вы там расходуете деньги, считаете в процентах, где какая доля и так далее. Нет, в реальности этим никто не будет заниматься больше одного раза. Поверь мне, я сколько вот общаюсь с людьми, никто этим серьезно не занимается вот этим учетом расходов конкретным. Но вы можете открыть свое банковское приложение по карте, если вы рассчитываетесь картой, и вы визуально поймете, на что у вас уходит большое количество денег, и какие траты вы можете сократить без какого-то катастрофического потери качества уровня жизни. Понимаешь? Что ты можешь сократить, и твоя жизнь не прям сильно ухудшится. И следующая стадия, третья, финансовая независимость, я уже сказал про кредитную яму. Следующая стадия называется вообще вот в такой финансовой теории чек-то-чек. Когда человеку ровно хватает зарплаты для того, чтобы дожить до следующей зарплаты. И, кстати, если говорить про Молдову, да и в целом не только про Молдову, у нас были большие опросы по этому поводу.
И 70 или 75% людей в Республике Молдова находятся вот в этих трех категориях первых. То есть, получается, Сбережения в реальности есть только у 20-24% людей. То есть, получается, что это такой режим выживания. Это режим check-to-check, когда вот тебе хватает денег ровно для того, чтобы дожить до следующей зарплаты. И это очень опасное состояние, потому что любой какой-то малоприятный инцидент, там, ДТП, поломалась машина, заболел, свадьба родственников, ну, любое что-то из этого выбивает тебя из твоего финансового равновесия, и ты сваливаешься в кредитную яму, что у тебя теперь опять расходов больше, чем доходов и так далее. И выход здесь, собственно, ровно тот же. Вам нужно либо стараться увеличивать свои доходы, либо стараться увеличивать свои расходы, сокращать свои расходы. Но дальше уже более интересно, но мы можем поговорить, я не знаю, если... Знаешь, что хочется хотелось бы затронуть? Как управлять кредитами. Это очень важный момент, потому что я вижу по базе судебных решений очень много дел, связанных именно с компанией микрокредитования. Подают иски на людей, при том, что в этих компаниях, на самом деле, условия получения денег, они ужасающие. То есть там где-то и по 30% кому-то выделяют, кому-то по 20%, кому-то даже под 50% есть у нас и такие компании, да, то есть ты по сути 50% переплачиваешь той суммы, которую тебе дают, но людей, желающих брать там деньги, не становится меньше. Да, то есть и ситуация довольно тревожная, опасная. Вот поэтому хотелось бы, чтобы ты пояснил, как правильно все-таки управлять вот этими кредитами, на что обращать внимание, какой может быть процент от твоего дохода может идти на покрытие кредитов, и это будет безопасно для семейного бюджета. Ну смотри, я вот в первом пункте, когда мы говорили во втором пункте, когда мы говорили про кредиты, я говорил, что нужно тебе сокращать расходы. В том числе, если у тебя есть кредит, тебе нужно сокращать расходы на обслуживание своих долгов. Здесь в том числе можно работать над тем, чтобы сокращать расходы по обслуживанию твоих кредитов. И первое и самое главное решение здесь это рефинансирование кредитов. Если у тебя есть много разных кредитов в разных организациях, ты можешь обратиться в какой-то из банков и подать на программу рефинансирования кредитов. Взять деньги в долг этого банка на покрытие тех долгов, но здесь ты долг можешь длиннее растянуть по сроку. То есть и ставка процентная. И ставку получить человеческую, не как в микрокредитках, а человеческую банковскую ставку. Программы рефинансирования довольно популярные, можно обсуждать их условия, но ты вместо множества кредитов, которые нужно обслуживать параллельно, с очень высокими ставками, ты можешь получить один длинный, где ежемесячный платеж будет меньше. И тебе проще будет сбалансировать свои доходы и расходы, просто потому что ты меньше денег тратишь на обслуживание кредита. То есть правило номер один — это как можно быстрее закрыть те кредиты с самой высокой ключевой ставкой. Закрыть либо рефинансировать. Да, тебе нужно избавиться от кредитов, которые сильно выше, чем ключевая ставка. Ключевая ставка у нас сейчас 6%, до этого была еще меньше. Поэтому все кредиты, которые выше 10, 12, 15, ну нет, 15 уже много, 10-12 уже стоит что-то с ними делать. В идеале лучше не попадать на микрокредит. Во-первых, лучше в них не попадать, во-вторых, лучше их рефинансировать. Дальше нужно работать над тем, чтобы кредиты занимали как можно меньшую часть вашего дохода. В идеале, чтобы они не занимали там никакую часть. Но как бы все понимают, ну, кредит довольно, это не всегда абсолютное зло, это иногда довольно полезный инструмент. И тут стоит отличать хороший кредит от нехороших кредитов. Условно, если мы говорим про примакассы, то это отличный кредит, который у тебя примерно по размеру инфляции, но при этом ты в леях платишь за недвижимость в течение 20-25 лет, и у тебя сумма, когда, например, если ты оформлял примакасс условно в 19-20 году, ты покупал квартиру за 300-400 лей, 300-400 тысяч лей, да? Через 20 лет эти 300-400 тысяч лей не будут стоить примерно ничего, понимаешь? И ты выплачиваешь, мало того, что ты выплачиваешь кредит примерно по размеру инфляции, так у тебя еще и эта недвижимость растет примерно на размер инфляции. И по факту ты получаешь реальную доходность на этом кредите. И поэтому такой кредит можно и нужно рассматривать, потому что ты, во-первых, сокращаешь свои расходы на аренду недвижимости, да, ты живешь в своей недвижимости,
И плюс у тебя кредит на нормальных условиях, который тебе по факту экономически выгоден. То есть, если ты платил Совсем, 300 евро... совсем другое аренду. дело, это потребительский кредит не первой необходимости, понимаешь? Есть люди, которые берут деньги в долг не на вещи первой необходимости, а просто для того, чтобы закрыть там свои какие-то жизненные потребности. Это плохой кредит. И обычно это будет кредит не самого лучшего качества, не с не самой лучшей ставкой. Поэтому, во-первых, избегайте плохих кредитов, а хорошие кредиты в целом, если вы можете их использовать для того, чтобы решить какие-то свои жизненные проблемы, свои жизненные задачи, их можно использовать, это окей. А если говорить о хороших финансовых привычках, вот, в личных финансах, Да. ты бы что отметил? То есть с чего начинать? Даже вот это касается в том числе и молодежи, например, которая Смотри, вот первый начинает Вот работать. сейчас уже как раз мы прошли первые 3 стадии финансовой независимости, можем идти дальше. И еще раз повторю, этот самый банальный, но самый рабочий совет про то, что я просто обычно вызываю улыбку, когда я говорю, что типа как решить жизненные проблемы, меньше тратьте, больше зарабатывайте. Это вызывает улыбку, ты знаешь, это считается типа банально. как в известном приколе. Типа, многие меня спрашивают, как я похудел. Но вот я им всегда говорю, что нужно просто меньше жрать и больше двигаться. Они такие, да, это понятно, ты как на самом деле ты похудел. Но в реальности это основа. Но дальше есть более продвинутые и более полезные привычки. Первое – это переход, собственно, когда случается переход с 3-й стадии, с чек-то-чек, до стадии накопления активов, это 4-я стадия. Когда вы начинаете формировать То финансовую есть подушку. мы должны дойти в идеале до каких-либо накоплений. Да. Чек-то-чек, Просто смотри, небольших. чек-то-чек ситуация, когда у тебя доходы равны расходам. Тебе нужно сделать так, чтобы у тебя доходы превалировали над расходами, чтобы их было чуть побольше. И эту часть, которая у тебя превышает твои расходы, ты за счет нее не увеличиваешь свои расходы, не увеличиваешь там уровень своей жизни, потому что очень многие попадают в ловушку инфляции уровня жизни. Что чем больше ты зарабатываешь, если ты столько же тратишь, то, по факту ты не переходишь в следующую стадию. У тебя тот же самый чек-то-чек, только с большими суммами. В реальности даже с небольшими суммами можно откладывать деньги, даже с небольшой зарплатой можно откладывать какие-то деньги. Ты откладываешь деньги в какую-то подушку безопасности. Мы ее пока никуда еще не инвестируем. Ничего с ней не делаем. Это просто ликвидная часть каких-то денег, которые вот случилось у тебя что-то, нужны тебе деньги. Ты можешь ее оттуда взять. Но с подушкой безопасности есть несколько важных советов, которые типа можно с ней сделать. Как откладывать эти деньги. Во-первых, хотя бы половина из нее должна быть в леях. Потому что вы тратите деньги в леях, и скорее всего какие-то траты у вас будут в леях. Если вы храните деньги только в евро и в долларах, то как только у вас наступает какая-то проблема, что вам нужно с ними расплатиться, вы теряете каждый раз по 1-2% на конвертации валют. Это много. Поэтому хотя бы какая-то ликвидная часть должна быть в леях. Более того, эту ликвидную часть лучше держать на так называемых депозитах до востребования. То есть что-то? Есть банковские депозиты, которые не ограничивают тебя в моменте, когда ты можешь эти деньги снять. Ага, Там ставки ниже, чем по обычным депозитам, но при этом ты можешь в любой момент пользоваться этими деньгами. А это главная цель нашей подушки безопасности, это главный ее критерий, это ликвидность, чтобы я в любой момент мог взять деньги и решить проблему. Поэтому эти леи можно хранить на депозите до востребования, и это будет помогать отбивать ту инфляцию по тем леям, которые у вас есть. Второй важный совет. Если вы слушаете этот подкаст в Молдове, то второй валютой, которая у вас должна быть в подушке безопасности, это евро. Для большинства других стран это доллар. Почему? Потому что у нас евро просто более ликвиден, чем доллар. Мы машины, квартиры и более-менее крупные покупки делаем в евро. Вам эти доллары, как бы то, что вы храните их, если у вас есть доллары, все равно, чтобы что-то вам купить, вам нужно будет либо лей, либо евро. Но доллар слабо ликвиден в Молдове. Поэтому я бы советовал вторую, во-первых, для того, чтобы диверсифицировать вашу подушку, она должна быть часть в леях, часть в евро. Евро просто более ликвиден, чем доллар, поэтому я советую евро. Это евро более стабилен, чем доллар. И вторая часть, и вот вам такой подушки нужно накопить хотя бы на 3-4 месяца ваших расходов. Мы пока не идем ни до какой стадии накопления активов. Хотя бы вот эта подушка должна быть. Ты знаешь, что, допустим, ты в месяц тратишь 10-15 тысяч леев. Да, вот 3-4 месяца. Твоя подушка это 45-60 тысяч леев. Да, 50-60, так. Да. Ну, то есть это как бы такой... Да, вот такая сумма у тебя должна быть, не в каких активах, а вот буквально, что ты мог ее мобилизовать. В любой момент можешь Есть одна крайность людей, которые вообще ничего не инвестируют, не смотрят никакие инструменты. Есть вторая часть, с которой встречаюсь тоже довольно часто, которые инвестируют вообще все свободное, что у них есть, вообще не имея никакой подушки. И это тоже проблема, потому что
Если у тебя на ту часть евро, которая у тебя в подушке безопасности, покупаешь какие-то акции, а в момент, когда тебе потребовались деньги, там акции в этой просадке, ты тоже не можешь не быстро их достать, еще и потери несешь и так далее. Поэтому нужно научиться просто иметь какие-то деньги, которые, ну, просто ты можешь мобилизовать по какой-то надобности, понимаешь? Это называется подушка безопасности. Дальше уже более продвинутый, когда ты уже накопил эту подушку безопасности, это уже накопление активов. Это уже инвестиции в какие-то доходные активы. Например, в бизнес, в акции, в облигации, в депозиты, в недвижимость, в фонды недвижимости и так далее. Ты уже на этой четвертой стадии накопления активов, ты свой излишек дохода направляешь в какие-то активы, которые тебе сами будут в дальнейшем создавать доход. Понимаешь? Кроме твоей зарплаты, ты еще будешь получать доход от каких-то активов. Это уже четвертая стадия накопления активов. Ну и пятая, там тоже особо нечего говорить, это пятая стадия, это называется финансовая независимость. Это когда всех твоих активов, которые ты накопил, акций, бизнесов, облигаций и так далее, достаточно уже для того, чтобы покрывать твои месячные расходы. Когда тебе не нужно работать, ты можешь работать, если хочешь, можешь работать. Не хочешь, твоих активов достаточно для того, чтобы покрывать твой уровень жизни. Вот смотри, это уже пятая, последняя стадия. Несколько минут осталось. Хотелось бы немножко затронуть тему распределения, грамотного распределения денег. Да. Да, то есть какие моменты являются ключевыми, на что в первую очередь нужно тратить, на что в последнюю очередь, то есть вот... Есть тоже очень банальное, но, поверь мне, очень действенное правило, что сначала надо откладывать, а потом тратить, а не наоборот. Если ты получил доход, ты сначала откладываешь какую-то сумму, которую ты себе условил, а потом тратишь. Потому что вы по себе можете это видеть, что прожить можно на любую, ну как на любую, на широкий диапазон сумм. Можно прожить и на 8 тысяч лей, можно прожить и на 80 тысяч лей, потратив их полностью. Разные моменты себе позволяешь. Да, ты просто, если у тебя визуально больше денег, если ты их не отложил вначале, тебе кажется, что у тебя визуально больше денег. И ты просто больше потратишь к моменту, когда у тебя закончится месяц. Ты сначала откладываешь, а потом на остаток месяца живешь. Это очень большое заблуждение считать, что если вы будете зарабатывать сильно больше, то вот тогда вы точно будете откладывать. Если вы не выработали привычку откладывать сначала, а потом тратить, вы в любом случае будете тратить все деньги, которые вы заработаете. Я в этом контексте очень люблю приводить примеры известных спортсменов, рэперов и так далее. Есть как минимум 6 или 8 баскетболистов НБА на моей памяти, которые играли в НБА, которые имели огромные миллионные контракты и которые сейчас банкроты, у которых нет денег. Просто потому, что они привыкли тратить все огромные деньги, которые они получали. Дело не в том, сколько вы зарабатываете. Дело в том, сколько вы тратите. И работать нужно именно над вот этой частью, где вы тратите. И первое и самый действенный способ тратить меньше, это сначала откладывать деньги в подушку, а после этого в подушку либо в активы, и только после этого их тратить. И еще с подушкой очень важное правило, которое мы забыли проговорить. Это если вы взяли деньги из подушки, вы обязаны их вернуть. Это высшая степень финансовой дисциплины, на мой взгляд, если ты взял у себя в долг, самому себе вернуть. Потому что если ты взял из финансовой подушки, ты должен, во-первых, себе прописать, что ты должен вернуть эти деньги. В идеале прописать, когда ты их должен вернуть, до какого числа. И тебя это дисциплинирует. И у тебя не случается той ситуации, когда ты вроде начал формировать финансовую подушку, вроде вот-вот начал откладывать деньги, что-то случилось, ты их оттуда забрал, и все, и ты забыл про это. Поэтому ты должен сам себе возвращать деньги. Вот это тоже очень полезное правило. Да, довольно много всего интересного советов. Я надеюсь, что они будут полезны нашим зрителям. Поэтому благодарю тебя за очередной выпуск подкаста, посвященный финансовой грамотности. Мы напоминаем, что вы смотрели подкасты на LoveMD. Оставайтесь с нами и до новых встреч.
Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами созванивались. Говорят, у вас тут вкусную каурму готовят. Как раз барана забили, пора разделывать. Давайте. Спасибо. Гости. С чего начинается процесс приготовления каурмы? Ну, всегда в гагаузских семьях, в вулканежских семьях приготовление каурмы начинается с выпитого молдавского вина, гагаузского вина, выращенного на наших прекрасных солнечных просторах. Поэтому предлагаю вам тоже попробовать. И сразу и познакомимся. Хочу вам представить моего друга, чебана со стажем, Руслан Петрович Павлёглу. Долгое время занимается выращиванием скота, производит домашнюю каурму. Только в прошлом году ему на рынке нашем вулканежском удалось продать более 300 голов в каурме. То есть опыт в производстве данного продукта и национального продукта у него есть. Поэтому Руслан Петрович сейчас научит меня вместе с вами, как готовить правильно гагаузскую вулканежскую каурму. Для начала стакан вина. Как говорят у нас, салы калаверсен. Сало калаверсен. Теперь главному шеф-повару нальем. Сал калаверсен. Ну что, начну я. Во-первых, давайте мы еще раз познакомимся. Меня зовут Роман Тютин. Очень приятно, что вы пришли к нам в гости, ознакомиться с этой давней традицией. Начинается подготовка каурмы, это со снятия ненужных видов мяса. В первую очередь это жир, который, наружный жир, который не применяется в приготовке. Его отделяют от мяса, вы видите. Весь другой жир, внутренний и так далее, его собирают отдельно, его растапливают и, соответственно, потом в нем готовят. Также очень серьезное внимание мы уделяем это очистка мяса от лимфоузлов, потому что лимфоузлы дают баранине неприятный вкус, такой специфический. Поэтому каурму делаем и после удаления лимфатических узлов. Баранина, она обязательно должна быть 2-3-летняя. Поэтому всегда берется старая овца или старый баран, и только из него готовится каурма для того, чтобы она сохранилась. Почему это делается? Ну, во-первых, у нее достаточно жира, и в этом жире потом легче этой каурму хранить. Ну, для начала сало калаверсен. При этом, как начали вообще производить данную каурму? Ну, нарезаю, да? Гагаузы это раньше были кочевым народом, поэтому всегда приветствовалось, чтобы блюда, которые они готовились из жирных видов мяса. Баранина таким является. При этом, почему это происходило? Ну, во-первых, мясо лучше хранится, когда оно засолено и в жиру. Далее, есть несколько методологий приготовления каурмы. Ну, мне известно 3. Первое, это у нас она в городе очень редко применяется, она пришла вот с Камрадского района. Там предварительно сначала барана варят до тех пор, пока этот баран не отойдет от кости. В вулканежах такой метод не применяется. Мы применяем 2 метода. Первый метод — это баран разрубливается, вместе с костями кидается в казан и тушится на медленном огне. Но вы знаете, что рынок, конкуренция, люди сейчас хотят получать готовый качественный продукт, поэтому ушли от этого метода и барана полностью разделают до костей, кости выкидывают, а мясо в чугун и готовят его на огне очень долго, около 3-4 часов. Поэтому вот мы сегодня с вами будем готовить по третьему, последнему способу. Мы отделяем мясо полностью от костей и после этого будем обжаривать его и тушить с применением разных видов
перца, домати, специй там и так далее. Как доходим до того, чтобы начать разделывать барана? Ну, во-первых, барана сначала режут, потом в обязательном порядке мясо должно остыть. Его подвешивают в подвале хотя бы на 2-3 часа минимум. Но желательно, чтобы это было чуть побольше. Мы его с вечером забили для того, чтобы туша полностью остыла. Почему? Потому что, ну, во-первых, удобнее его разделывать, во-вторых, жир легче отходит от мяса. Поэтому мы таким образом поступили. Чем удобен этот продукт? Во-первых, в любой момент можно отрезать кусок, подогреть, и ты будешь кушать такую же горячую каурму, как только ты вытащил ее с чугуна. Либо добавить ее в другое блюдо, там в рис, в картошку и так далее. То есть это уже, во-первых, ускоряет процесс приготовления разного рода блюд, а во-вторых, это очень вкусно и приятно есть такое мясо. Мы взяли небольшую тушу в 25 килограмм, и по всем расчетам мы должны получить где-то 10-12 килограмм готовой каурмы. По времени сколько уходит, чтобы разделать такую тушу? Ну, все зависит от мастера. Вот, допустим, Руслан Петрович спокойно может эту тушу разделать минут за 40. Но если я возьмусь, то, наверное, в 2 часа уложимся. Но все зависит от количества прожилок или от самого мяса. От чего вообще это зависит? Ну, зависит от мастерства, во-первых. Потому что наши предки резали так барана, чтобы кости не рубить. То есть нужно обязательно там позвоночник сунуть там, где нужно, нож, для того, чтобы потом эти кости не оказались в каурме. Почему? Потому что если они попадают на зуб, не очень приятно, могут даже и повредить. Поэтому все делается так, только ножом, без топора, для того, чтобы... Поэтому, и, кстати, мы и не готовим по второму рецепту, это когда мясо рубится, кидается в чугун и ждется, когда она отойдет от этого. Потому что, ну, во-первых, чтобы люди не страдали, раз, и второе, это удобней для приготовления. Вообще, сколько уходит времени на приготовление всего блюда? Ну, минимальное время это около 5 часов. Почему? Потому что баран должен тушиться на медленном огне. Потихонечку принимая те специи, которые мы будем туда периодически вкладывать. А также очень много времени уходит на растопку жира. Почему? Потому что жир очень тяжелый сам по себе, и он очень туго растапливается в чугуне. Сейчас вы видите, вот достали уже филе. Видите, какое оно мощное, большое. Это показывает то, что действительно баран созрел для того, чтобы его приготовить для такого блюда. Каждый из чабанов держит в секрете блюда. Почему? Потому что у каждого есть специфический вкус. Кто-то делает его более горьким, говорится аджилы каурма. Кто-то делает средний, кто-то делает с чабрецом, кто-то без. Поэтому, ну, это секрет каждого, наверное, хозяина. Почему? Потому что ну, есть такие традиции, что он говорит, мы будем покупать вот только у семьи Павлёглу. Почему? Потому что вот у нее она жирная, упитанная и так далее. А если кто-то, наоборот, не любит жирную, покупает у других. Поэтому тут на вкус и цвет товарища нет. Но сама общая кулинарная схема приготовления у всех фактически одинаковая. Вот я вам сейчас до этого рассказал, что вот есть 3 возможности приготовления. Поэтому, ну, у каждого есть свои плюсы и минусы. Почему? Потому что если ты до этого барана сварил, а потом его обжариваешь, то он хуже хранится. Почему? Потому что жир всплывает, потом его опять растапливают. Ну, тоже долгая история. Я люблю, чтобы каурма готовилась в собственном соку. На медленном огне. Мы понимаем, что туда вообще минимум специй. Это соль, сахар, красный перец, черный перец, чабрец, ордей. И все. И по вкусу домати добавляешь, это перченая паста. Да? И она приобретает хороший такой розовый цвет. И то есть, ну, это вот уже понятно, что это 100% это каурма приготовлена в вулканештах. Почему? Потому что в Камрате они делают белую каурму. То есть не используют домати в приготовлении. Вот вы видите, что Руслан полностью
отделяет все жилы и скидывает их в отдельный таз. Почему? Для того, чтобы в каурму не попадали такие плотные куски мяса, чтобы она не тянулась, и чтобы ее легче было прожевывать. Отделяются все жилы, вытаскиваются. Поэтому вот именно в их семье каурма получается более мягкой, потому что они максимально убирают с мяса вот эти вот не очень комфортные для жевания, так скажем, части туши. Почему чубаны очень часто рано утром они готовят из нее яичницы? Кусок каурмы сначала обжаривают в сковородке, туда потом кидают 2-3 яйца, и это очень плотный завтрак. Почему? Потому что неизвестно, когда чубан придет с поля и сможет покушать, поэтому он набирает сейчас максимальное число жиров, витаминов. И вот на этом завтраке они спокойно могут целый день даже ничего не кушать. Вообще каурма очень калорийное блюдо само по себе, но при этом очень вкусное и очень полезное. Почему? Потому что бараний жир раньше использовался в лечении от туберкулеза, в лечении от кашля, от бронхи. То есть наши предки были как бы у них не было прямого доступа к медицине, поэтому они вот пользовались такими народными средствами и лечили себя вот при помощи даже этого продукта, как холодная каурма. Мы с вами наблюдаем, что вот уже разделка туши фактически подошла к завершению. Вот вы видите из всей туши сколько отходов. Это вот этот таз с отходами, это кости, прямые отходы. И вот что остается напрямую людям, которые будут приобретать этот прекрасный продукт. Это вот чистое мясо, без никаких жилок, без никаких лимфоузлов и так далее. Поэтому сегодня и поднимается цена на этот продукт, потому что качество его производства растет. Меньше уже добавляется жира, для того, чтобы там холестерина не было. Там, есть разные любители каурм, поэтому вот мы хотим, чтобы люди знали, что да, действительно, ты покупаешь овцу 25-30 килограмм, а из нее фактически остается от чистого мяса около 10 килограмм. Поэтому и цена на это мясо растет. Мы уже видим, что у нас мясо почти готово. Для того, чтобы придать мясу пикантный вкус, сейчас мы добавим все необходимые специи. Первое – это смесь черного перца, красного перца, ордея и, соответственно, паприки. Ну и есть еще одна изюминка, но мы ее не будем называть для того, чтобы не раскрывать секрет этой прекрасной вкусной каурмы, для того, чтобы вы приезжали в Улканешты и пробовали ее здесь. А также вот добавим еще и веточку чабреца, для того, чтобы был насыщенный вкус у этой каурмы. Чабрец придает неповторимый вкус, поэтому гагаузы очень часто его используют в приготовлении гагаузских блюд. Ранее мы также добавляли и думати, соль по вкусу, лавровый лист. Соответственно, сейчас вот буквально еще 10-15 минут и каурма будет готова. Мы дадим ей немножко остыть. И после этого начнем заполнение в белказин. Сейчас уже забивается каурма никозиновую пленку, белказиновую пленку. То есть это уже завершающая фаза. Мы наблюдаем, как при помощи палки запихивается, прессуется. Также туда вливается в обязательном порядке бараний жир, для того, чтобы она хорошо сохранялась. Видите, по чуть-чуть добавляется. Этот жир тоже
протекает между мясом, и он фактически является той основой формы, которая фиксируется при помощи бараньего жира. Затем каурму ставят в перпендикулярном состоянии для того, чтобы она не теряла форму. Поэтому, я думаю, в течение 3-4 часов она остынет, ее можно будет употреблять, как холодную каурму. Так, придерживать? Да, да. Мясо такое нежное. Ну, видите, оно уже практически разварено. Сейчас она вот дойдет до того вкуса необходимого. Почему? Потому что еще не все специи впитались в мясо. Когда она уже остывает, она приобретает и соль, приобретает и те специи, которые мы туда добавили. Это и черный перец, и красный перец, паприка, это чебрец, лавровый лист. То есть все для того, чтобы каурма получилась очень вкусной, сытной и, главное, калорийной. Вот это получается настоящая вулканежская холодная каурма. Ну что, на этом мы завершаем производство вулканежской каурмы. Это давняя традиция, мы уже об этом говорили, обсуждали. Ждем всех в гости в Вулканежский район. Попробуйте прекрасное блюдо, которое приготовилось не только у нас на кухне, но и в других местах. С таким приятным мясом можете ознакомиться у нас на рынке, она постоянно находится в продаже. И думаю, что тот пример, который мы здесь показали, тот рецепт приготовления каурмы пригодится где-то кому-то в домашних условиях. Вам спасибо за радушный прием. Вам огромное спасибо. Надеюсь, тот опыт, который мы вам передали, и вы его опубликуете на своих страницах. И хотим, чтобы вы передали своим родным ту прекрасную каурму, которую мы вместе с вами сделали. Надеюсь, она всем понравится. Спасибо вам большое, обязательно опробуем. Ну еще и главная традиция, у нас, как всегда, говорит, на пасушок стакан гагаузского вина. Столько вина сегодня выпила. Это была скрипка. Естественно, скрипачи проходят дополнительный инструмент в музыкальной школе. Это было фортепиано. Уже сама я обучалась, мне очень нравилась гитара. Вот поэтому на таком любительском уровне я могу играть и на гитаре. Вот. Потом уже когда начали работать в ансамбле Дюзова, училась играть на кауше, на гадулке, даже играла одно соло, как-то было такое. Репетиции тогда проводились вечером, репетиции начинались в 8 часов вечера. Это сейчас в 8 часов вечера Дом культуры закрыт, и там нельзя дышать, и ходить там нельзя. А в те времена Дом культуры вообще не закрывался. Время доказало и подтвердило то, что все-таки и я им доказала, что я могу, это мое. Как говорил мой преподаватель в консерватории, если ты один день не взял инструмент в руки, ты потерял неделю. Если ты неделю не берешь инструмент в руки, ты потерял месяц. То есть
Это вот музыка и спорт – это ежедневные упражнения, ежедневная работа. Geldiler o zaman komşular gezerdi. Stiklerini arardılar, ne bulurdular, aldılar ekinleri. Beygirlerimizi aldılar, inat çaldılar, önce masal. Karıyı başka bak, sıgıyırdır sarkayır, pelikleri sarkayır, başka bak. Yuğmuşlanca çuval, ölüleri götürürdüler mezarlığa. Yemeği vardı, hayvan vardı, domuz tutardık. Babam saygılı adamdı, gospodar adamdı. Vardı hepsi. Sonra açana açık, böyle 45'te oldu kurak, tendisinde adı yağmış yoktu, kurak. Papçucuklar tibleydi, hepsi yandılar. Sonra getirdik koçancıkları. Sonra o gün bizim geldiler, babamızdan aldılar yemeğimizi. Hambarı boşalttılar, tavanları boşalttılar. Vardı böyle klinikte yapmışlardı, klinik derler o zaman, tuzak koyarlar. Bir büyük kuyu, 12 kilo ekin. Geldiler o zaman komşular gezerdi. Stiklerini arardılar, ne bulurdular, aldılar ekinleri. Altı taliga ta bizden, biz de orada Manavçıların yanında toyunda, Taço Gaytaların yanından 36 taliga ekinleri aldılar. Sonra oldu 45'teydi bu. 46'da oldu açlık. Benim babam 45'te o gün hastalandı, kahırdan toy ekinleri aldılar. Düşecekler de yürüldü de tez adam 5 ayın içinde yürüldü. Kahırdan. Biz kaldık mamın başına 5 uşak. İmam o vakit açık geldi. Avrupa taraf tülerdi. Organize onu bunu giderler Kongre'de giderler çadıra. Diğerde
sarı bacaklarına, vardı başka kavadırlarda. Çarık vardı diğeri boy şubaları. Giyirleri yayan giderler, yayan gelirler, satarlar almış. Öyle pismetçik, bir iki. Almış bir kançereyle satarlar, önce kançere boya korup kalabiliyorsunuz. İlkin mi papşoy mu? Çavdar mı gelirdi köşede de kaya çekerdim ama yapardı jandra derler. Dökerdi kalıyla tepsiye. Zaten bir çocuk su vardı. Pay ederdi bize. İyi, ne zaman siler, ne zaman prost çıkardım ama bize atlıktan. De yaşadık. Hep biraz kuraktı ama. Oldu bir işte. İlk kez geldi, babamlar nasıl yaptın? Hayvanları da aldılar. Beygirlerimizi aldılar, inek çaldılar, cebaslar. Mamalar o zaman değildi böyle o şimdi, kendi tarlan vardı. İlkini atırlar elini de kazmayla kazdılar. Oldu vuracağı, sonra papşı oldu da insan katlandı. Bir tane dirildik. Yaşamak oldu. Bizim mahallede ölmüştü insan da ben de tevşaktınca çıktım açan. Kapının önündeydim, avul boyuna biniyorsa uşaktınca. Kızak vardı, kızak o zaman, büyük kızak. Atmışlar kıza karıyı, başka bak, geri sarkayır, pelikleri sarkayır, başka bak. Yuğmuşlar çuval, ölüleri götürürler mezarlığa da devirirler taligayı. Ne var, indi kazırlar da taligayı da yoktu sıracıklar. Bir tane sahip de derler, hangisi de tölete oldu. Zor akıdı geçirdi, görmezsiniz bunları. Ben de derim yetişmeyeyim bu ağaçlara. Pek çok insan öldü, pek çok öldü insan ağaçta. Pek çok. В Камрате на площадке ТЭКВИЛ Камратского государственного университета прошел круглый стол, посвященный созданию гражданской диалоговой платформы ВТО Гагаузия.
Инициатива собрала представителей международных организаций, региональных экспертов и гражданского общества. В начале мероприятия посол Швеции Петра Лярка подчеркнула значимость подобных платформ. Она отметила важность диалога, участия граждан и вклад Гагаузии в общие процессы страны, включая путь Молдовы к европейской интеграции. Подчеркивалось, что такие инициативы помогают усиливать сотрудничество, укреплять доверие и открывать дополнительные перспективы для региона. Such platforms are really very important to build sort of a better sense of the community and to get a better understanding of the problems and the challenges in a community, but also how one can work in the region and as a region towards the center. So I think this is a very good initiative, and I'm so much looking forward to follow the work of the Civic Platform. Далее было представлено мнение Стива Янга. В его обращении отмечалось, что в Молдове и в Гагаузии последние годы не хватало социальной сплоченности. Такой уровень сплоченности достигается только через диалог, обмен информацией, совместные обсуждения и работу с фактами. Он напомнил, что платформа создается именно для того, чтобы каждый участник общественных процессов мог быть услышан. Стив Янг подчеркнул важность противодействия дезинформации, экспертного анализа законов и вклад многолетней работы, поддержанной Швецией. The creation of a civil society platform will enable everybody to have a voice. And if everybody has a voice, then they can come to a conclusion of their own based on facts, based on different pieces of information, rather than having things fed to them. This is all achieved through dialogue, through people talking, through people understanding, by dismissing the myths, by building trust. The more you can do that, the more you can cement the place of the autonomy in the Republic of Moldova. Представители Центра региональных политик и реформ рассказали о целях создания платформы: развитие диалога, вовлеченность общества, системная работа с органами власти, обсуждение возможностей для сотрудничества и продвижение интересов Гагаузии в национальном контексте. Подчеркивалась необходимость механизмов, которые позволяют гражданскому обществу участвовать в формировании решений и усиливать влияние региональной повестки на общегосударственном уровне. Цель данной платформы – это объединить гражданское общество. Речь идет не только о общественных организациях, но и об активных гражданах, представителей среды академической, может быть, журналистов, люди, которым не безразлична судьба автономии, то, в каком направлении мы движемся. Дело в том, что в самой автономии у нас мало потенциала у властей. И надо объединить гражданское общество для того, чтобы гражданское общество помогало региональным властям, местным властям при осуществлении и реализации местных политик для анализа регионального законодательства, национального законодательства, предлагать идеи для определенных реформ и других политик, может быть, законов. И для этого нам нужно объединиться, чтобы был слышен голос гражданского общества и более мобильным, чтобы он был. В обсуждениях представители организации подчеркивали важность участия людей в принятии решений, необходимость новых знаний и расширения возможностей граждан. Участники отметили, что в Гагаузии есть реальный запрос на участие в решении вопроса развития региона. Диалоговые форматы создают условия для того, чтобы жители могли влиять на региональную повестку. На всей территории Республики Молдова и Гагаузии, в частности, конечно же, работают различные органы власти. Они работают в соответствии с законодательством, которое регламентирует их деятельность. Но в итоге очень часто создаются ситуации, когда каждый, скажем так, тянет свое одеяло, занимается только своей деятельностью, да, понятно, что не вмешиваются в деятельность друг друга, но и не обеспечивается сотрудничество между органами власти, между представителями различных органов власти, там, где возможно с помощью сотрудничества решить проблему граждан было бы намного быстрее, если было бы такое сотрудничество, оно, к сожалению, чаще всего отсутствует. Поэтому такого рода диалоговые платформы, конечно же, необходимы. Почему? Потому что обеспечивается не только сотрудничество, но, наверное, и обмен опытом должно в этой сфере работать, и приобретение новых знаний. Мероприятие завершилось формированием предложений, обсуждением ключевых шагов и определением возможностей будущей совместной работы в рамках платформы. Общий вывод участников – запрос на диалог и участие существует. И такая платформа может стать инструментом, который усилит место автономии в общенациональных процессах.
Sesmikoy is a small village in Gagauzia, where traditions intertwine with modernity. This is where Yanaya lives and works, a young woman who not only teaches children English, but also implements international projects that develop tourism in the region. However, her path to success was not easy. Together with her husband Dmitry, they moved from the city to the village of Sesmikoy and turned it not just into a home, but into a space for growth, change and new opportunities. The city we met was the city of Kamrad. Dima came there to study. A year later, I came there to study, and we met at the university. I came here, did not know anyone, did not really know the language. Dima worked in Vulcan SD from 7 a.m. to 7 p.m. I was usually at home alone with the children. We moved in the summer. In the fall, our third child was born, and they were all small. My mother-in-law and grandmother were nearby, but it was still a difficult time. The adaptation was gradual. I made some acquaintances, I had some activities. And I got so used to living here. At that time, I think, we started working on the greenhouse and vegetables. 2. Say that at least once a month, with 3 children, I went to my parents for the weekend. Well, when she agreed, that was a significant sign. It was hard, but since I am an English teacher, I was studying for it, I was finishing university. People from the village, when they found out about it, offered me to give private lessons to their children. And so, in addition to some activities, I also had acquaintances with whom I could talk, I could communicate. Usually, we always stayed for a cup of tea. And so, at that time, yes, it became easier for me here. I am grateful to my wife for agreeing to move to the village and for getting involved and supporting my social life. And at the same time, I was busy with family life, housework. Not every woman would agree to that. I dreamed of becoming a teacher since childhood, since elementary school, so I decided not to betray my dream. Why did I decide to become a foreign language teacher? Because I like languages. I studied English additionally. In general, I applied for English, Spanish, but since the group only had 12 people, we were closed and transferred to German, English. It began with private lessons, which I conducted here in the village with children. And after some time, the teacher at the gymnasium went on maternity leave, and I was invited to replace her. Motivates me to continue my work. Probably, the children's interest in the subjects that I teach. Their positive attitude towards me as a teacher motivates them. Children are different. Some have abilities, some have less, but I want everyone to feel safe in my lessons and feel good. Jean, jeans, shirt, shirt skirt, skirt. Blow BL drive. T-shirt. Trainers. So dress, what is it for us? This is a dress t-shirt. A coffee t-shirt. This is so and rock jacket and. So jacket and sneakers, so look bald, this is a t-shirt for us and just a shirt for us will be. Shirt. We remember, right? Also such a sound shirt. Skirt in their t-shirt, right? Here. And. DNS. DNs. Jeans, yes. I have been in the civil sector since 2007, so I had some experience working in a public organization with projects. Therefore, when I came to the village, I was looking for opportunities to also, well, implement some projects in the village and for the village. And it was at that moment that the CERT program appeared, which financed projects for mayoralties and the LEADER program, which created MIG from the villages of the local initiative group. I remember when we were working on the House of Culture project, for 2 or 3 weeks the secretary of the council and I practically sat up until the night at work, writing projects. And so the wife at this time is at home with the children, with all the work, with all the household.
This is the dedicated time that was the project. And Ina at this time had more workload, more work, because her husband was busy with the project for the village. Well, and as an English teacher, and many projects, it is no secret, are financed by the European Union, the States and many other countries, where applications must be submitted in English. And here we needed Inaya's help. In the end, she liked it, she also became interested. Then she became a manager of one project in MIG. And that's how she got involved. Our projects were aimed not only at the residents of Sesmikoy. The beneficiaries were also the residents of Etulia and the residents of the Kogel villages. And I think it had a positive effect on them, since we helped many, so to speak, to realize their dreams, to buy the necessary equipment to start some kind of business. We saw how projects influence people's lives, how the development of public organizations improves people's lives, how it influences their transformation and their thinking. And I saw that the village of Sekmikoy also needs this. There were a lot of projects for the improvement of some territories in the village. And now, when you drive by, you see that tiles have been installed there, that some benches have been installed in the schoolyard. And you remember that time and are glad that the results of those activities are still visible. I am also very grateful to life that I had the opportunity to organize English clubs. This was also a year-long project. In libraries, we gathered groups of children in Sekmikoy and in Etulia, and we held English conversation clubs with them. Another project was the organization of a children's camp, again with the study of English. We rented a camp in the village of Tulia. And we found people, even teachers, cooks, and a nurse. And with these people, we spent 5 days there with the children, fed them, held game lessons with them, entertained them. It was also an unforgettable time. Of course, it was interesting when you first announce a competition, then you analyze, but not alone, of course, you analyze the applications that people sent. Then the best projects are selected, then you help people implement these projects. And so, seeing how at the beginning there seemed to be nothing, and then by the end of the project you already see the result, this, of course, is very inspiring. She will always understand, always support. Sometimes, I am such a risk taker. Sometimes, at first, I can come up with ideas that can shock her. She may even be a little scared at first, indignant, but then she will agree and say, "Okay, let's do it." Welcome to our Herman guest house. The only guest house we have in Sesmiko. The idea of creating such a house arose as soon as we, entered this yard in order to buy this house. When we saw this detached house, we immediately decided that we could receive guests here, because we had had such a dream for a long time. And so this old antique house was transformed into a place where tourists come, mainly from Europe, in the spring, summer, and autumn to get acquainted with the history, with the culture of the Gauza, to get acquainted with the cuisine, with some traditions. Well, of course, we conduct a tour of our house, conduct a tour of the village, in the museum, and thus we try, well, to introduce people to such a people as the Gauza, who are not very well known, perhaps, in Europe. The biggest difficulty, probably, that we faced was during the energy crisis in our country, when all energy sources became very expensive, and we needed to somehow heat the house for our guests. And then a project sponsored by the UNDP came to our aid, within the framework of which we purchased solar panels, which now cover all the costs associated with the maintenance of the guest house. Here we have a room where we receive our guests. We decided to put these old iron beds here so that we could show people, again, how the Gagauz lived in the past. But for the convenience of our guests, we, also bought higher mattresses for them as part of the project, so that people could sleep on them more comfortably. In winter, guests come to us less often, but sometimes it is necessary to heat this room for them.
And for this, an air conditioner was installed, which also uses electricity generated by the panels. There was a lot of excitement right away, of course, but the first tourists, we are very grateful to them. It was a family from Denmark, parents and 2 small children, to whom we, in addition to introducing them to the Gagas, the children had the opportunity to feed a bird, pet a dog, they had the opportunity to collect eggs. For them, this was a very experience that they were looking for. And we were very happy that they left us happy. Here we have a gazebo where our guests eat, breakfast, lunch, dinner. We cook everything for them if they want. We cook national dishes of Moldovan cuisine, Gagas cuisine. And here we have organized a very small open-air museum so that we could tell our guests about the way of life that the ancestors of the Gagas lived. On the table you can see an old lamp that was previously used for lighting. Here, we have fragments of bones, some ancient animals. Seski is famous for the fact that, remains of very ancient animals were found in enemies. Here is a trough for kneading bread, also old. Apparently, it is already visible that it has already been repaired and more than once. This grate is placed on top and the dough is covered with a towel on top so that it can grow and then be formed into bread and pechivo. And here we have, probably, the oldest, most interesting and quite rare exhibit. It is called Duvan Nagaskum. It used to replace a whole combine. People collected grain, spread it on the ground. Then they went through with a large special stone, called Harmantashi in Gago. All the wheat fell, and they went over the top with a duvam and cut the wheat into small pieces. It was easy to remove later. It turns down, either stones were placed here, or even children sat down and harnessed to a horse, and the children rode. For them, it was entertainment, well, and for adults, of course, help. It is possible to combine, since all types of activities occur at different times of the year. Then, when I am busy at school from September to May, we usually do not have tourists. Usually we are not busy with bees, and as soon as we go on vacation, this is vacation time for other people, people begin to come to us, and I am already free from my main job and can take care of them. I try to help as much as I can, because her profession is a little bit different from mine, but if my help is needed, I try to help with it, so that it would be easier for her in this matter. Here we are in our temporary honey processing workshop. We won a project from the EFAT organization for 5 women. We created an association. I am the administrator of this association. And we used the funds we received. We also had to make our financial contribution. We purchased the necessary equipment for beekeeping. Here we have an uncapper. There are elements that heat up and knives. And they cut off the capping cap, frames with honey. This equipment makes our work much easier for us, because before, we had to use a special fork to remove the capping cap, remove all these caps. Then manually the honey extractor, it only fit 12 frames. We had to manually turn it, change sides again. On one side it rotates, on the other side it rotates, and here everything happens automatically, and this greatly facilitates our tinder. Here we have an automatic honey extractor for 48 frames. There is a control panel in which we can set the speed of rotation of the frames. And also, what is good about it is that it works not only from the network, but you can take it with you to the field, connect it to the battery and do all the necessary work there. We bought a creamer in order to make not only honey, but also creamed honey. And this year, this winter, we tried it. For 12 days, our honey was rotating in it. It is also programmed. It rotates for 15 minutes and rests for 45 minutes, then turns on again. And thus, for 12 days, we prepared creamed honey here. The result is a wonderful product. These projects help us develop, not stay in one place. They even help with the financial component.
Присоединение Республики Молдова к Европейскому Союзу принесет значительные изменения в социальной сфере страны. Эти изменения охватят широкий спектр аспектов, включая здравоохранение, социальную защиту, уровень жизни, условия труда, поддержку пенсионеров, молодых семей и людей с ограниченными возможностями. Улучшения в этих областях будут направлены на повышение качества жизни граждан и создание более устойчивого и справедливого общества. Здравоохранение. Доступ к качественным медицинским услугам. С присоединением к Европейскому Союзу Молдова получит доступ к европейским медицинским стандартам и технологиям. Это будет означать улучшение качества медицинских услуг, модернизацию медицинских учреждений и повышение квалификации медицинского персонала. Граждане смогут рассчитывать на более качественное и современное медицинское обслуживание. ЕС предоставляет значительные финансовые ресурсы для поддержки здравоохранения в странах-членах. Эти инвестиции будут направлены на модернизацию медицинского оборудования, строительство новых больниц и клиник, а также на проведение научных исследований в области медицины. Одним из важных аспектов социальной политики Евросоюза является обеспечение достойного уровня жизни для всех граждан, включая пенсионеров и уязвимые группы населения. Присоединение к ЕС приведет к увеличению пенсий и социальных пособий, что значительно улучшит материальное положение пожилых людей и других получателей социальных выплат. В странах ЕС действуют высокие стандарты социальной защиты, направленные на обеспечение равенства и справедливости. Эти стандарты будут внедрены и в Молдове, что приведет к улучшению условий жизни для всех слоев населения. Включение высоких социальных стандартов станет обязательным элементом социальной политики Молдовы. Присоединение к ЕС создаст условия для экономического роста и привлечения инвестиций, что приведет, собственно, к увеличению заработных плат. Более высокие доходы позволят гражданам улучшить свое финансовое положение и уровень жизни. С ростом экономики и привлечением новых инвестиций будут созданы новые рабочие места. Это поможет снизить уровень безработицы и обеспечит более стабильное и безопасное будущее для многих молдавских семей. Присоединение к ЕС потребует приведения молдавского трудового законодательства в соответствии с европейскими стандартами. Это приведет к улучшению условий труда, повышению безопасности на рабочем месте и защите прав работников. ЕС активно поддерживает программы профессионального обучения и развития, что позволит гражданам Молдовы получать новые навыки и повышать свою квалификацию. Это создаст больше возможностей для карьерного роста и профессионального успеха. ЕС предъявляет высокие требования к социальным стандартам, которые включают обязательное обеспечение достойной старости для пенсионеров. Это приведет к увеличению пенсий и улучшению качества жизни пожилых людей. Пенсионеры получат доступ к качественным медицинским услугам и социальным программам, направленным на поддержание их здоровья и благополучия. Это включает в себя программы домашнего ухода, реабилитационные услуги и другие формы поддержки. Молодые семьи смогут рассчитывать на финансовую помощь и социальные пособия, которые помогут им справиться с расходами на воспитание детей и улучшить свое материальное положение. ЕС предоставляет значительные ресурсы для поддержки семейной политики. Молодые семьи получат доступ к качественному образованию для своих детей и программам доступного жилья. Это создаст стабильные условия для роста и развития семей. Присоединение к ЕС потребует внедрения политики инклюзии, направленной на создание равных возможностей для людей с ограниченными возможностями. Это включает в себя адаптацию инфраструктуры, доступ к образованию и трудоустройству, а также социальную поддержку. Люди с ограниченными возможностями получат доступ к программам реабилитации, профессионального обучения и социальной поддержки, что поможет им вести полноценную и независимую жизнь. Присоединение Республики Молдова к ЕС приведет к значительным улучшениям в социальной сфере страны. Улучшение здравоохранения, повышение пенсий и социальных пособий, рост заработных плат и снижение безработицы создадут более устойчивое и справедливое общество. Внедрение высоких социальных стандартов, поддержка пенсионеров, молодых семей и людей с ограниченными возможностями
повысят качество жизни граждан. И все эти изменения будут способствовать долгосрочному развитию и процветанию нашей страны. Вместе за развитую Молдову, высокую медицину, обеспеченных пенсионеров и инклюзивное общество. Здравствуйте, вы смотрите программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях для того, чтобы быть в курсе происходящих событий, а также оставляйте ваши комментарии под нашими программами. Сегодня мы поговорим о ситуации, которая сложилась в Гагаузии. Вы знаете, что последние месяцы и даже год Гагаузия находится практически в институциональном и политическом кризисе в связи со многими обстоятельствами, в том числе и арестом, и приговором в отношении Евгении Гуцул, и кризисом в Народном собрании. Знаете, что на последнем заседании Народного собрания была утверждена дата проведения выборов в Народное собрание 22 марта 2026 года. Но есть вопросы к тому, сможет ли сегодня сама Гагаузия организовать избирательный процесс в связи с тем, что была ликвидирована Центральная избирательная комиссия. И, конечно, есть решение Высшей судебной палаты, но в то же время все равно есть вопросы, сможет ли этот состав ЦИКа организовать выборы. Об этом и другом мы сегодня поговорим с первым заместителем председателя исполкома Гагаузии Валерием Федоровичем Миниогу. Здравствуйте, Валерий Федорович. Здравствуйте. Вы знаете, последние, как минимум полгода и больше оптимистичных тем, когда говоришь о Гагаузии, почему-то стало мало. Может быть, и их раньше было не так много, но как минимум были хоть какие-то сдвиги или какие-то моменты, которые характеризовали Гагаузию с точки зрения хотя бы какой-то позитивной динамики, но в последние полгода мы находимся практически в постоянном кризисе. Если говорить о всей ситуации, которая сложилась сейчас в автономии, да, мы знаем, что утверждена дата выборов 22 марта 2026 года, но сегодня все же большой вопрос, пройдут ли эти выборы в принципе, потому что было два параллельных дела в судебных инстанциях. По одному Высшая судебная палата высказалась буквально неделю назад. По сути, даже не высказалась, а даже не рассматривала его, в связи с тем, что в решении суда говорится, что заявление Народного собрания было признано недопустимым в связи с тем, что не было ни одного нового аргумента представлено как послеапелляционная палата, поэтому Высшая судебная палата, в общем-то, и не рассматривала дело по существу. Но в любом случае решение является окончательным, и по сути это означает о том, что признано незаконным изменения в избирательный кодекс, которые были сделаны 1,5-2 года назад по инициативе Дмитрия Константинова. Но решение суда вскрыло и другие проблемы, потому что сегодня мы понимаем, что этот состав ЦИКа, его полномочия истекают 26 февраля. И есть плюс информация о том, что 5 из 9 членов ЦИК уже написали заявление о том, что сложили в себя полномочия. То есть даже если бы гипотетически рассматривать этот состав ЦИК организовывает выборы, то их 4, у них нет как минимум кворума для того, чтобы принимать какие-либо решения. По вашему мнению, исходя из вашего политического опыта, как вы думаете, это определенная политическая игра со стороны Дмитрия Константинова, который то ли ушел в отставку, то ли в отпуск, особой ясности в этом вопросе так и нет, до конца, или все же выборы могут состояться?
Ну, интересный вопрос и очень сложный. В принципе, его можно оценивать по-разному. То, что это политическая игра, и игра не только Константинова, а всех акторов, которые участвуют в этих процессах, и Центр, и видим поездки директора СИП, который приехал сюда, это впервые, кажется, за весь период времени, сколько я в политике. Вот. Ну что, очевидно, выборы в Гагаузии – это очень важная составляющая в целом политического процесса Республики Молдова. Это первое. Я думаю, что на этом надо акцентировать наше внимание. Второе. Власть пытается изменить ситуацию, изменить отношение к своим действиям, в том числе и призывам европейской интеграции. Но вместо разъяснения людям, что это, как произойдет и как отстаиваться будут интересы Республики Молдова перед вхождением в Евросоюз, власть приняла решение каким-то образом навязать или совместно с политическими деятелями в Гагаузии принять решение и затруднить сам избирательный процесс. Мы должны четко осознать, что выборы в органы местной публичной власти – это прерогатива Гагаузии, не центра. То есть есть закон, в котором четко говорится полномочия Гагаузии. Это организовывать, мы иногда делегируются полномочия, например, выборы примаров делегируются, да, но сейчас выборы в Народное собрание – это только полномочия Гагаузии. Это первое. И я думаю, что это самый важный элемент. Поэтому Народное собрание сегодня вправе принять все те решения, которые должны обеспечить выборы, Народное собрание и исполнительный комитет, чтобы выборы состоялись 22 марта. Поэтому у меня нет сомнений, что выборы должны состояться. У меня есть сомнение в том, что всем это нужно, выгодно. Да? В данной ситуации, если предположить, что люди ушли, значит организовать набор или принятие решений и избрать новую центральную избирательную комиссию, которая осуществит выборы. Вопрос в другом. Ведь почему-то они ушли, значит было какое-то давление, или эти люди уже понимают, что у них срок истек, и они уходят заранее. Вот тут наша власть, местная власть, в данной ситуации, скорее всего, Народное собрание и исполком совместно должны четко определить причины, механизм решения этих вопросов, а центральная власть должна вместо того, чтобы ставить палки в колеса, просто здесь быть помощником и не блокировать проведение выборов. Вот, если центральная власть захочет блокировать, то выборы не состоятся. И будет нагнетаться ситуация. Поэтому я в данной ситуации вижу только одну проблему. Это желание или нежелание компетенции людей, которые находятся в центре, в том числе Центр избиркома Республики Молдова, провести эти выборы. Дальше можно говорить причины, почему это так происходит. Ну, это, наверное, мы дальше затронем. Я, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, несмотря на сложности, выборы должны состояться. И состоятся они только при добром отношении властей Кишинева и Гагаузии. Валерий, но если учесть процедурные моменты, потому что выборы могут быть организованы согласно избирательному кодексу автономии. Сейчас не берем во внимание положение избирательного кодекса Республики Молдова. Как минимум за 90 дней до дня голосования должна быть сформирована или должен быть действующий... Кажется, за 65 дней. Действующий ЦИК. Но если даже полномочия истекают 26 февраля, дата 22 марта, то мы уже не имеем даже срок ни 60 дней, ни 65, ни 90. То есть даже если после 26 будут срочно создавать новую избирательную комиссию, то она не сможет просто технически по срокам организовать выборы. И здесь станет тогда вопрос о легитимности самих выборов, даже если они пройдут 22 марта. Я думаю, что до выбора, раз люди уже написали заявление, уже до выбора можно в декабре месяце решить вопрос и назначить других компетентных людей. Вопрос в другом, согласятся, кто согласится. Тут очень сложный момент, тут нужно скрупулезно рассмотреть все вопросы. Никаких проблем для решения вопроса нет. Люди ушли в отставку, 5 человек, 4 человека остались.
5 человек довыбирается, и они продолжают работать. Когда, несмотря на завершение полномочий, этот Центр избирком, которому будет вменена в обязанность провести выбор, должен довести выборы до конца, доложить, утвердить мандаты и потом уйти. Такова процедура всегда, юридически. То есть, если кто-то, орган юридический или еще кто-то начал проводить работу, и нет механизма замены его в процессе этой работы, он должен завершить. Поэтому срок 26 февраля, где заканчиваются полномочия, он не важен. Важен его функция, важны его компетенции и важны решения, которые будут приняты во исполнении постановления Народного собрания о проведении выборов. Валерий Ильич, но вот Дмитрий Константинов, когда заявлял об отставке, не на последнем заседании, за несколько недель до него, говорил о том, что вот все там критиковали, что не назначают выборы, а они, в общем-то, ждали подходящего момента, ну, может, я недословно цитирую, о том, что провести выборы в 2026 году совместно с выборами главы автономии, потому что вот это приведет к экономии там не менее 5 миллионов леев. В общем, как бы цифры, возможно, что нужно подсчитать, чтобы быть точными, но он называл эту цифру. Но сегодня мы видим, что вопрос с Евгением Гуцул и ее положением, ну, в таком неоднозначном положении, потому что апелляционная палата так и не приняла еще решение по ее заявлению адвокатов. И каждый раз заседание переносится. С одной стороны, в общем-то, когда в августе этого года депутаты принимали заявление в поддержку Евгении Гуцул, они руководствовались некоторыми положениями уложения о том, что нет окончательного решения суда по Евгении Гуцул, так как есть только первая инстанция. В то же время, те изменения, которые были внесены в уложение автономии, года полтора назад, по-моему, где одним из, в том числе их авторов, был господин Лейчо, говорят о другом, что если Башкан не может исполнять обязанности в течение 60 дней, то должна была быть инициирована процедура по тому, чтобы признать факт невозможности и организовать новые выборы. И господин Лейчу в этой студии, в общем-то, признал, что заявление было политическим автором, то есть оно не имело под собой законное основание. И вот мой вопрос заключается в чем? По вашему мнению, какова сегодня вероятность того, что выборы Народного собрания могут пройти с выборами главы автономии? И не будет ли все-таки ситуация складываться таким образом, чтобы, когда получат какое-то решение по Гуцул, все-таки совместить? Нет ли интереса, например, у определенных политических сил в автономии, в том числе и в республике, о том, чтобы эти выборы прошли в один день? Я думаю, что и Центр, и Камрад заинтересованы уже в том, чтобы провести эти выборы в один и тот же день. Я беру во внимание два аспекта по госпоже Гуцул. Это то, что она женщина, мать двоих детей, и то, что она башкан Гагаузии. То есть, когда политический деятель не в состоянии исполнять свои функциональные обязанности, но он, когда давал клятву делать все, чтобы было во благо Гагаузии, он, на мой взгляд, уже должно быть, или уже идет, скорее всего, обсуждение о том, что заявить о своей отставке. То есть это я рассматриваю как политик. И с учетом того, что много незаконных действий было принято по отношению к ней как к человеку, я так считаю, ограничение ее полномочий, то тут согласовано должно быть, что она не должна нести уголовную ответственность за те действия, которые ей инкриминировали, на мой взгляд, не вполне юридически обоснованно. Поэтому это один аспект. Второе. Вы знаете, уложение четко говорит, что в случае невозможности, я пока не беру во внимание 2 месяца, что в случае невозможности исполнения башканом своих обязанностей, то башканом становится первый заместитель, не исполняющим обязанности, а башканом. Пример есть. В 2001 году, когда отстранялся башкан Крайтор, он ушел, и я, будучи первым заместителем, автоматически стал башканом, не исполняющим обязанности. Сегодня у того же Узуна, первого заместителя, есть какие-то возможности юридически обоснованные. Это нужно, чтобы юристы рассмотрели, да? Принять на себя башканство, и он обязан в течение 3 месяцев провести выборы башкана, потому что он башкан по праву.
И у него возникает обязательство по проведению избирательной кампании. То есть и в первом, и во втором случае время есть для того, чтобы обозначить выборы Башкана 22 марта. Для этого нужно обоюдное устремление в этом направлении и желание. Желание решить вопрос с госпожой Гуцул, учитывая, что мать двоих детей и многие другие аспекты, решить проблему, и она должна выйти из тюрьмы однозначно. Вот. И второй политический, это Башкан Гагаузии, который сегодня неаргументированно, на мой взгляд, неаргументированно находится как Башкан в изоляции. Эти все аспекты надо учесть и убрать все эти неправильные трактовки, и человека отпустить и решить проблемы, что касается вот этой личности. Что касается Гагаузии. Для Гагаузии сегодня даже возврат Башкана к исполнению обязанностей уже не дает того необходимого политического веса, который был всегда в Гагаузии. Потому что пошла дискредитация. Я уже не рассматриваю, правильно это или неправильно, но пошла дискредитация самой должности после занятия госпожой Гуцул этой должности. Она не смогла оторваться от своих каких-то пристрастий, она не стала Башканом для всей Гагаузии, она стала Башканом для представителя одного товарища, который я даже назвать его имени не хочу. Мы с вами обсуждали не один раз, я называл свое, тогда, когда он был в силе. Сейчас, когда он уже не в силе и, думаю, завершается, я не хочу о нем упоминать. Сегодня, хотим мы или не хотим, сложилась такая ситуация, что должен быть новый человек прийти, который покажет, что Гагаузия есть, она будет, и несмотря на всякие заявления товарищей, которые нам не товарищи. Валерий Ильич, вот вы упомянули известного персонажа, я назову его фамилию Илона Шора, потому что на прошлой неделе, буквально несколько дней назад, он там обратился с заявлением, что отзывает политическую поддержку от тех должностных лиц, которые пришли в поддержку теми или иными партиями, которые он контролировал, и после этого последовали отставки примара Аргеева, примара Тараклини. Как вы думаете, если бы Евгения Гуцул была Башканом, а не была бы в заключении, последовала бы ее отставка после заявления Шора? И почему, по вашему мнению, будучи даже в заключении, Гуцул не объявила бы своей отставки? Потому что мы же понимаем, что она не была исключением, когда Шор говорил о том, что отзывает политическую поддержку всех должностных лиц, которые приходили к власти благодаря поддержке партии ШОП и других партий, которые были к нему аффилированы. Во-первых, я могу сказать мое мнение, что это решение, которое было объявлено, оно предназначалось в первую очередь для госпожи Гуцул. Я так считаю, что именно для нее ее освободили от обязательств. И она сегодня, наверное, имеет возможность при желании, обоюдном желании, я сказал, что ее отставка и ее освобождение, они взаимосвязанные вещи. Я даже думаю, что сейчас ведутся такие разговоры о том, что она может уйти в отставку и в обмен на свободу. Я так понимаю, что этот вариант для нее правильный, а там уже история рассудит, что произошло и почему произошло так. Еще один аспект был, о котором говорил Шор, это о прекращении, как он называет, социальной помощи пенсионерам и многим другим. Там заявляли о закрытии сети магазинов для пенсионеров в том числе. Хотя я так понимаю, что уже были прикрыты все возможные механизмы выплаты тех денег, которые он осуществлял, потому что их природа по сути спорна при том механизме, как они осуществлялись. Да? То есть мы не говорим о том, нужно ли было поддерживать пенсионеров или нет, говорим только о механизме. Как вы думаете, я недавно, на днях буквально смотрел, по-моему, какую-то из программ в молдавском медиаполе, и там некоторые эксперты говорили о том, что это не говорит о том, что Шор прекращает политическую деятельность в Молдове, а всего лишь посыл к центральным властям о том, что все будет теперь работать по-другому. И, в общем-то, именно эта технология направлена на то, чтобы из правящей партии сегодня сделать типа врага пенсионеров и
людей, которые сегодня не имеют достаточных доходов. Как вы думаете, это точка в вопросе влияния Шора на политические процессы в Молдове? Ну, я вам скажу, что вот эти социальные проекты, которые шли, они были осуществлены таким образом, чтобы возбудить население Гагаузии. Я не говорю о остальных. И это произошло. Почему произошло? Потому что так получалось, что и Шор, и власть действовали и били в одну точку. А точка была удар по Гагаузии. Вот и одни, и другие просто стукнули, ударили по Гагаузии. Более 1000 человек получили письма, штрафы и так далее и тому подобное. Это люди, которые сами живут, у них нет достатка. Социально уязвимое население. Именно они пострадали 2 раза. Первый раз с политической точки зрения, когда их обвинили в электоральной коррупции. И второй раз с финансовой точки зрения, когда у них начали изымать средства, которых у них нету. И вот я говорил не один раз о том, что у меня сложилось впечатление, что вот эти 2 политические направления, они били в одну точку, били против Гагаузии. И им удалось, вот уже 2 года и больше удалось, наверное, это поле немножко расшатать. Но я рад и благодарен своему народу за то, что они не ушли в сторону финансовой, и они задумались над тем, что происходит вообще в республике. Я не считаю, что данный товарищ ушел из политического спектра в Республике Молдова. Просто так невозможно уйти. И я не вижу, я не могу сегодня утверждать, потому что у меня нет фактуры, но я не вижу у господина Шора тех финансовых средств, которые якобы он сам вкладывает в это дело. Скорее всего, там идет кооперация какая-то, и эта кооперация, она просто так не будет уходить. Будут какие-то политические другие проекты. Я могу предположить, что и Шора там уже не будет. Но сам проект, он, наверное, должен будет, на их взгляд, осуществлять какие-то действия. Что будет, увидим. По крайней мере, на мой взгляд, мы сегодня четко должны понимать, что сегодня во время выборов в Народное собрание Гагаузии будет очень сильное давление с разных сторон. Мы даже, может быть, даже и не будем знать конечного потребителя вот этого давления. Но население Гагаузии будет испытано еще большими какими-то испытаниями, чем были до этого. Это будет означать, что будут попытки убрать кандидатов. Я вижу это. Брать кандидатов, привязывая их к каким-то действиям, к Шору, я не знаю, еще кому-то. Вот эта тенденция, которую сегодня готовят, ведь вся эта борьба вокруг Центральной избирательной комиссии, это политическая борьба. И в том числе борьба за влияние в Центризбиркоме, чтобы осуществить некоторые действия, а эти действия предназначены для того, чтобы убрать ряд политических деятелей Гагаузии. Я это реально говорю и не сомневаюсь, отвечаю за свои слова. Буквально вчера, по-моему, на днях я видел, что в отношении Дмитрия Константинова было заседание суда по его уголовным делам. И вроде бы, по-моему, где-то через неделю должно быть оглашение решения суда, и там, возможно, мера пресечения в том числе и как арест, то есть определенный срок. На ваш взгляд, его отставка была связана как-то с этими делами, и каким может быть исход? То есть, теперь после того, как Дмитрий Константинов ушел в отставку, уже с точки зрения политики, и Народное собрание уже, в общем-то, как говорят в американской политике, хромая утка, потому что мы в любом случае будем иметь выборы, да, то есть влияние нынешнего Народного собрания на политические процессы практически сведено к нулю в автономии. И какое решение может быть принято в отношении Дмитрия Константинова? Во-первых, я у вас на передаче как-то говорил, что я не сторонник того, чтобы бизнесмен возглавлял политический орган, потому что бизнесмен – это уязвимое лицо, во-первых. Во-вторых, бизнесмен пытается решать свои бизнес-проблемы путем влияния на власть и на других людей. И учитывая, что мы сегодня в преддверии выборов, я
предлагаю нашему населению не поддерживать бизнесмена. Бизнесмен должен решать вопросы, выплачивать людям заработную плату, а государственники должны работать. И я считаю, что профессиональное народное собрание Гагаузии это один из выходов, который смог бы обеспечить и преемственность, и многие другие аспекты. Что касается политической деятельности и бизнеса господина Константинова, я не участник всех этих процессов, я знаю так, что всегда идет давление на политика. Я 11 лет, можно сказать, возглавлял Гагаузию в некоторых отраслях и знаю, что давление никогда не ослабевало. И сегодня она просто, нам удавалось с властью где-то не шуметь слишком на улице, а где-то садиться и переговаривать, договариваться. С учетом, сегодня проблема одна, то, что кишиневская власть не хочет разговаривать. Вот это проблема. И она как бы дистанцировалась от самой Гагаузии, от своего народа, часть своего народа. Президент не исполнил свой долг, свои обязательства, не назначил Башкана членом правительства. Значит, есть нарушение законодательства. То есть есть нюансы, которые, наверное, привели к той ситуации, которая есть. У Константинова, скорее всего, есть какие-то проблемы, связанные с бизнесом, потому что у бизнесмена всегда или налоги скрытые, или там зарплаты выплачиваются в конвертах, или еще что-то такое. Человек пытается выжить, особенно в это сложное время. И я могу предположить, что какие-то аспекты есть. А какие наказания? Ну, судьи должны принять решение. Я допускаю, что то давление, которое на него оказывалось в том числе и вследствие того, что были возбуждены уголовные дела. Отставка или не отставка? Ну, это какой-то политический ход. Сегодня что Константинов там находится, что Арманжи сейчас там находится в качестве председателя или исполняющего обязанности председателя Народного собрания. Это не столь важно. Почему? Потому что полномочия истекли, принимать можно только постановления, и нету полномочий, которые бы позволили руководителю Народного собрания осуществлять какую-то законодательную деятельность и многие другие аспекты. Поэтому это был просто политический ход, может быть, под влиянием и прибывшего господина директора СИПа, может быть, под влиянием уголовного дела. Ну, это его решение, да, он объяснил это, ушел в отставку. Ну, если бы он сделал это год назад, это был бы политический ход и, наверное, более выверенный. А сейчас он не имеет значения. Если говорить вот о возможных выборах главы автономии, потому что у меня нет сомнений, что они пройдут в 2026 году. Вопрос, конечно, в дате, но в любом случае не думаю, что сегодня ни центральные власти, ни определенные политические силы в регионе не заинтересованы в том, чтобы, допустим, год или полтора еще Гагаузия находилась без... Невыгодно это ни центральным, ни нашим. Поэтому смею предположить, что выборы будут организованы в 2026 году. Другой вопрос, как и процедурно, но это вопрос другой программы. Но если говорить о возможных кандидатах, на ваш взгляд, потому что сегодня некоторые уже заявили о том, что не будут участвовать. Например, там Ирина Влад делала определенные заявления на своей странице в социальных сетях. И, в общем-то, ситуация такая сегодня, что вроде бы как бы и нету так реальных и открытых конкурентов, в то же время на разных площадках называются разные фамилии. И в том числе очень бурно обсуждался один период вопрос прямого управления из Кишинева и назначения там временного какого-то управляющего в Гагаузии. Какой, на ваш взгляд, вариант наиболее вероятный? И кто, на ваш взгляд, сегодня может заявить о том, что будет участвовать в выборах главы автономии? Ну, вы знаете, нам нужно не столько личность, сколько мы должны определить, а что мы хотим. Чего мы хотим? Мы потеряли, я считаю, что последние где-то около 10 лет, вот когда я ушел с политики, да, первые 4 года еще как бы продолжалось то, что
было запланировано, то есть преемственность какая-то была, но потом впоследствии оказалось так, что экономика ушла на нет. То есть, во-первых, это должен быть компетентный в экономике человек. Это должен быть опытный политик. Это должен быть человек, который способен вокруг себя собрать команду единомышленников, которые бы его могли и защитить, и направить, и иногда и остановить. Потому что когда есть команда, тогда легче, во-первых, легче командиру. Команда выполняет все функциональные возложенные на нее обязанности. Поэтому сегодня, если говорить вот с этой точки зрения, людей, которые были, их много, но они уже, им где-то 65 лет, где-то, может быть, больше. Это тот же Кройтер, это тот же Пашалы, это тот же, наверное, Формузал, тот же, ну, я не знаю, есть много людей, которые могли бы сегодня заявить. Те люди, которые работали в исполкоме, работали не один год, есть очень много людей. Вопрос в другом. Эти люди уже не хотят идти. Ну, я в данной ситуации занимал должность, да, я бы, конечно, многие из них говорят, если Родина позовет, то можно прийти, потому что у этого опытного должны быть уже молодые ребята, которым завтра будет отдан флаг, они должны его нести. Из этих молодых, которые могли бы быть рядом с опытным, ну, тут нет единения. И, к моему сожалению, вот господин Чернев, с которым мы когда-то вместе работали, да, он проводит антигагаузскую политику, в том числе и призывами временного управления. Я вот еще раз вернусь к тому, что когда центральные органы власти Крайтора отстраняли, и они увидели, что я стал башканом, да, они придумали какую-то новую должность, приблизительно такое же самое, и назначили господина Моллу председателем исполкома, несуществующую должность. Это то же самое приблизительно, что сейчас сегодня пытается предложить господин Чернев. Это глупости, это юридически неправильные, за это действие, за это нужно будет нести ответственность. Кандидатура из молодежи. Я знаю, что высвечивается, не буду называть эти фамилии, высвечиваются некоторые люди, их привязывают одних к центру, других к патриотам, третьих к колеблющимся между этим. Ну, наверное, мы, как политики, которые отдали Гагаузии часть своей жизни, и надеюсь, что люди видели какие-то плюсы того, что мы участвовали, мы в данной ситуации должны будем собраться где-то не на публике, не показывать населению, а просто так собраться и пообщаться. Давайте, ребята, вот эти, которых я назвал, вот они бы, и многие и другие еще, человек 15-20 есть таких людей, которые могут быть, и располагают данными. Собраться и давайте посмотрим, кого двигаем, потому что здесь должен быть согласованный кандидат, тот, который любит Гагаузию, тот, который любит Республику Молдова, тот, который хочет, чтобы Молдова жила, потому что нам, гагаузам, жить в Республике Молдова, и здесь комфортно, удобно, и никаких проблем мы не испытываем. Мы хотим, чтобы нас тоже считали как равных людей, чтобы никто не оскорблял с телевизионных каналов, чтобы никто не высказывал какие-то претензии в сепаратизме и многие другие аспекты. Это уже, как бы, может быть, тема другой передачи. Но я думаю, что у нас достаточно людей, которые могли бы стать башканом в переходный, потому что я считаю, это будет переходный период. Нужно, чтобы опытный человек подготовил замену. К сожалению, госпожа Влах не смогла выполнить свои обязательства, потому что каждый руководитель по истечении своего срока должен готовить замену не одного, двух, трех. Это людей, которые завтра, послезавтра уже на другом витке смогут решать проблемы. Это ее беда, я могу сказать, потому что я наблюдал со стороны за этим. Валерий Федорович, еще один важный аспект – это то, что уже на протяжении нескольких каденций Народного собрания, исполкома Гагаузии и главы автономии идут разговоры о реформировании системы управления Гагаузией, да, то есть и исполкома, и Народного собрания. В общем-то, к сожалению, как бы ничего дальше не пошло разговоров, но, к примеру, если взять, исполком — это другая ситуация.
там Народное собрание всегда может принять решение и после избрания Башкана как бы утвердить любую структуру, которая будет соответствовать, например, нынешним реалиям, в том числе как бы как-то будет интегрирована с системой управления в Республике Молдова. То есть с Народным собранием вопрос сложнее, потому что там регулируется и законом об особо правовом статусе, и, в общем-то, есть определенная система, которая сложилась в соответствии с этим законом, но она дает очень большие проблемы, да, потому что мы видим сегодня реальную ситуацию. Во-первых, потому что есть демографическая проблема, и если на момент принятия закона в Гагаузии тогда было 160-170 тысяч населения, потом мы имели 136, предпоследние выборы в списках было, по-моему, 126 или 124 тысячи. Теперь мы видим, что по последней переписи, которая была в прошлом году, и данные были обнародованы, что в Гагаузии 103 тысячи населения. Мы понимаем, что мы, конечно, можем много рассуждать на тему, те, которые выехали, должны ли быть включены в список или нет, но в Гагаузии однозначно, что люди, которые находятся за границей, если они не находятся на территории автономии в день выборов в Народное собрание исполкома, они не могут голосовать, потому что Гагаузия не имеет возможности и права организовывать голосование за пределами страны, потому что это компетенция Министерства иностранных дел и правительства. И в связи с этим возникает очень много вопросов, да, потому что если будут брать во внимание, например, списки из реестра избирателей, потому что каждый раз возникают такие разговоры вокруг выборов, то по парламентским выборам это было, по-моему, 122 тысячи, вот сейчас последний в Гагаузии, но у нас 103 тысячи населения. Если взять избирателей, то мы думаем, что, скорее всего, в реальности будем иметь в лучшем случае где-то 80 с чем-то тысяч. Где-то 30% надо убрать. Ну, 80, будем говорить такую приблизительную цифру. И здесь как бы вопрос стоит очень конкретный, потому что это будет играть вопрос в том числе на вопрос, состоятся выборы или нет в связи там с порогами явки. Это один момент. Второй момент, это что есть населенные пункты, если идти по нынешней системе существующей, где можно 130 голосами стать депутатом, или в Камрате, где нужно там 3-3,5-4 тысячи голосов, да, примерно, чтобы быть избранным в одном из округов. И в любом случае система показывает, что есть проблемы, потому что, во-первых, у каждого депутата, условно говоря, по закону легитимность вроде бы одинаковая, но все же они представляют очень кардинально разное количество населения. Да. И здесь как бы насколько голос из русской Кисели или там Карбали соответствует голосу, например, депутата из округа Кангас, Копчак, Камрат. Значит, здесь, на мой взгляд, два аспекта, я хочу на них заострить внимание. Первый, значит, депутат Народного собрания – это региональная политика. Мы трансформировали мышление наших людей, населения о том, что ты депутат с нашего села, иди отстаивай мою... Но это дело примара. Это не депутата Народного собрания. Депутат Народного собрания должен заниматься региональным вопросом. Развитие региона, точки роста региона, экономику региона. Эта автономия должна иметь свою законодательную структуру, которая будет работать. К сожалению, политики, которые идут на избирательную кампанию в населенном пункте, они вынуждены обещать, что сделают дороги, сделают... Вот поэтому наша команда разработала возможные предложения, и Николай Макарович опубликовал в Фейсбуке наши предложения. Да, речь шла, может идти о том, что должно быть, к примеру, 25, я допускаю, да, о том, что 25-21 депутат, я не знаю какой. Во-первых, снизить количество депутатов. Организовать, к примеру, из 20 депутатов, допустим, что берем во внимание 25 депутатов, 5 округов. И разделить Гагаузию на округа. И с этих округов выдвинуть, к примеру, 5 округов, и на одном округе 5 депутатов. Да, вот из этого округа выдвигается 5 депутатов, партии могут выдвинуть, списки могут быть всех 5, то есть предоставить право всем участвовать, но не участвовать населенному пункту одному, а маленькому региону. И этому маленькому региону поручить в большом регионе решать задачи. Как вариант, я считаю, что это было бы правильно, это было бы на уровне профессионального парламента, все должны работать, 20 человек, и как будет принято решение, внесены какие-то изменения. Тогда
когда будет изменена вот эта система выборов в органы местной публичной власти, в частности, что касается депутатов, я думаю, что вот эта местечковость, она уйдет в сторону и будут приняты какие-то выверенные решения. Что касается самих реформ и изменений, вы знаете, я еще сам, когда работал первым зампредседателем исполкома, готовил некоторые выкладки, делал в части, касающиеся улучшения эффективности деятельности исполнительных аппаратов. Вы понимаете, мы сделали упор на то, что примары становятся хозяевами, мэры городов, у нас все в основном крупные населенные пункты, да, и они в данной ситуации являются хозяевами на той территории. Депутат – это региональный политик, а мэр, примар, он политик населенного пункта и решает все вопросы сам. В данной ситуации возникал вопрос, председатели районов, нужны нам районные администрации, нужны или не нужны? Мы рассматривали возможность включения председателей районов с уменьшенной структурой и отсутствием конкретного бюджета, как контролирующий орган исполнения законодательства и вопросов, связанных с постановлением исполкома. Вот, к сожалению, как бы не прислушались к нашему мнению уже наши последователи, но я думаю, что сегодня есть очень большая потребность. Председатели районов или районные организации, структуры должны войти в управление органов местной публичной власти. И мы тогда, если помните, осуществляли обучение людей и многие другие аспекты, и это давало свою эффективность. Поэтому вот реформы, они должны быть конкретно предназначены для улучшения жизнедеятельности наших людей, учитывая, что услуги даются примарами и услуги даются, к примеру, центрами, я не знаю, региональными структурами, да, и то можно было бы, и мы когда обсуждали все эти вопросы с центром, центр почему шел на все наши изменения? Потому что он видел, что Гагаузия может быть примером или площадкой для эксперимента, и потом они внедряли все эти вопросы, вы обратите внимание, и впоследствии многие внедренные вопросы, они внедрялись благодаря опыту Гагаузии. И префектуры они внедряли, пытались дать те же полномочия. Сейчас, насколько мне известно, рассматриваются вопросы административно-территориальной реформы в Республике Молдова. Я думаю, и там будут учтены Гагаузия. Конечно, там проблемы есть. И я сейчас даже не хочу говорить на эту тему. Почему? Потому что там очень много проблем, которые нивелируют саму Гагаузию. И я думаю, что Гагаузия на это не должна пойти. Вот завершаю сегодняшнее наше интервью, потому что то, что нужно реформировать само Народное собрание, и в том числе и систему публичного управления Гагаузии, это как бы даже без обсуждений. Но есть ли время у Гагаузии еще 4 года, потому что если будет избран на Народное собрание по тому механизму, который существует сегодня, то мы как минимум еще 4 года будем находиться в этой же системе. Но она уже доказала свою нежизнеспособность в этом созове. То есть именно вот эти все моменты и вскрыли вот эти все институциональные проблемы, и в том числе и политические, которые, давайте признаем, что откатили Гагаузию все-таки на определенное время по развитию назад. Но мы изменить ситуацию не можем. Де-факто выборы должны состояться, и никакие аргументы не могут повлечь за собой отсутствие избирательной кампании. Во-вторых, для того, чтобы провести выборы по новой схеме, необходимо законодательную базу усовершенствовать. И вот я вижу, что нынешний парламент Гагаузии должен работать над законодательством, внести коррективы, изменения и внести в уложения или в другие законодательные нормативные документы, внести изменения, принять решение, потом принять закон о выборах в Народное собрание, он будет другого типа. То есть так просто сегодня с кондачка вводить навряд ли мы сможем. Нам нужно четко подготовить законодательную базу, и следующие выборы нужно осуществить уже по другой схеме. Я благодарю вас за то, что вы сегодня были у нас в студии. Надеюсь, что, может быть,
мы поможем некоторым нашим зрителям определиться или понимать те процессы, которые происходят в автономии. Спасибо. Напомню, что вы смотрели программу «Фокус» на информационном портале LoveMD. Сегодня нашим гостем был первого заместителя председателя исполкома Гагаузии Валерий Федорович Яниогло. Не забывайте подписываться на наши платформы в социальных сетях и оставайтесь с LoveMD. Стрит-арт – это совершенно новое направление искусства у нас в Гагаузии. И нам повезло, потому что мы можем видеть 70-метровый мурал. И здесь изображено все то, чем славится это село. Подожди, получается, сейчас перед нами два страуса. Это выходит, что в селе выращивают страусов? Да, ты все правильно поняла. А мы можем туда попасть? Я хочу посмотреть на них. Конечно, мы можем зайти к дяде Ване в гости. Расскажите, откуда у вас появились страусы? Как вы решили завести их? Как? У меня была мечта давно, что я вот хотел страусы. Им 4-й год, 4. Потому что 2 года начинает их яйца нести. Когда исполняется 2 года, тогда начинает она яйца нести. Понимаете, у нее когда в возрасте 5 лет, яйца, чем больше возраст, чем тяжелее яйца получается. Когда она была, первые яйца, они весили кило 600, кило 700. Одна яйца. А когда сейчас уже на следующий год, на 5-й год, он уже должен весить больше 2 килограмм. Ну, 2 ставим, так, 2 килограмма яйцо весит. А это у вас парочка? Да, это самка, тот самец. Черный самец, это самка. А что они едят? Едят большинство траву. Они считают траву больше. Ну, и кукурузу даешь туда. И... Почему именно страусы? Страусы раньше еще никто не знал. Ну как, знали, что есть, ну, сколько лет назад у нас в Молдавии страусы? Ну, вот 10-15 лет назад. Я знаю, что мужик там, в Северной Молдавии, он, вот первый из Молдавии, он начал весь яйца, страусы держать. Он им привез тоже из Румынии оттуда, и вот он оттуда. Ну, лет 10-15 лет назад. А раньше же не были. И в Украине не были раньше, и они же африканские, они же оттуда их привезли. Ну, потихонечку они вот холод выдерживают, заморозки тоже. Им главное, что вот видите, у них ноги только одна пальца считается. Он с этим ударом, он убивает, представь себе, лошадь с одной ногой. Лев, 250 килограмм весит, он ногой убивает. Если ударит, то ты все уже, короче. А вот вы как не боялись? Я захожу, они мне пускают, только меня. Потому что я их кормлю, выраз, они узнают, а чужих нет. Вот ночью я тоже не могу зайти, потому что самец очень охраняет. У них такая от природы взяла. Он несет, он когда яйца несет, охраняет яйца, потом он тоже сидит на яйцах, самец. Потом, когда вытаскивает, видишь, эти маленькие страусики, он считает, этот самец ухаживает, смотрит, охраняет. Вот. У них так, у них семья. Вот понимаете, это один самец и 2-3 самки. Это семья считается. Вот этот самец охраняет всех, это самки и маленькие дети, маленькие. А вот вы планируете, наверное, размножать их? Маленьких? Будут маленькие у вас? У меня были. Уже были? Были, да. Очень дорогое удовольствие.
посмотрю, если получится. Я вот купил инкубатор. У нас пацан тоже есть, который павлина держит. Тоже любитель так. У него куры такие красивые. Ну, короче, совместно хотим сделать какой-нибудь зоопарк. Считается как-то. А Ну, вот, что делать? Больше- а к вам вот любой турист может прийти, как вот как мы пришли в гости, напросились. Не, дети приходят, есть дети, из школы приходят. Кто хочет, приходит. Ну, уже в селе все знают. Вам нравится этим заниматься, наверное, да? Да, я уже люблю. Это считается мясо самое диетическое. Шкура – это яйца. Может, любой человек, который сахар имеет, тоже может кушать. Ну, очень диетический у него. И у него вот это, вот смотрите, у него самые красивые. Вот сейчас я не знаю, да? У него самые красивые вот эти. Как объяснить? Реснички? Реснички, да. У него шаг 4 метра. Если он разгоняет, вот, например, шаг, это вы понимаете, как шаг, он 4 метра делает. Представьте себе, он такой есть, он может, не может остановиться. Верка, и снова мы с пустыми руками не уходим. Спасибо большое за такую экскурсию. Спасибо, девочки. Заходите, я буду очень рад в любое время. В следующий раз... Мой дверь всегда, калитка открыта. В следующий раз, когда зайдем, может быть, у вас уже даже будет пополнение целое семейство. Дай Бог, дай Бог. Баурчи происходит от Баир и Чи. Село, расположенное в холмистой местности. Здорово. Ну что, тогда поехали дальше? Едем дальше. Мы с тобой заехали в село Гайдары, и первым делом нас встречает вот такой вот интересный мурал в виде ковра. И если хорошо приглядеться, мы можем с тобой посмотреть панораму всего села. А почему именно ковер? Потому что село Гайдары как раз славится коврами. Здесь их производят и продают. Ежегодно здесь проводится фестиваль ковра, на который собирается почти весь регион. Приезжает каждый со своим ковром, ковер с историей, и выбирает самый старый ковер. В этом селе ковроткачеством занимались даже дети и мужчины. Почему? Потому что это первое село, которое начинали продавать ковры. Мы знаем, что раньше каждая девушка должна была себе изготовить ковры для того, чтобы приготовиться для замужества, то есть приготовить свое приданное. А вот в этом селе сообразили, что их можно продавать. И тогда в этом селе абсолютно в каждом доме изготавливали ковры. Сейчас здесь у нас действует центр ковроткачества, куда мы, конечно, можем с тобой попасть. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам привела молодую девушку на выданье для того, чтобы вы ей показали пару навыков ковроткачества. Пожалуйста. Вот наш станок. Ну вот наш станок. Вот я захотела сделать себе ковер. С чего я должна начать? Сначала как бы весной отару, когда отдают чабану, стригут сначала дома, потом этот шерсть стираем, обрабатываем, потом чадурлунги начесываем. Дома уже старшие женщины прили пряжу. Потом уже отделяют, сколько красить красного цвета, сколько синего, черного, какой ковер будет большой, маленький. Красят, потом это уже идет на клубок, нитка вся. Потом уже готовится это основа. Считаем, основа там, имеете да. в виду вот это вот Да, эти... вот это основа. Две женщины работают. Потом как в это уже завязываем на этот вал. Это основа. А вот эти все приборы, это для чего? Сам механизм как происходит? Вот сам механизм меняем зев, работаем, а с этим уже как бы распределяем все, чтобы она как бы плотная стала. Это только края. Кругом ковра будут края. Угу.
Вот как на этом ковре кругом есть края, вот это только край. На середине будет узор уже роза. У нас были розы, как бы мы говорили, маленькая роза, большая роза, угольник, как бы назвали их тогда. Вы сами себе схему делаете, да? Да. А я вот тут у вас вижу педали. Это для чего? Это зев меняется. Как это понять? Смотрите, сейчас здесь как мы проходим, а сейчас, когда зев меняется, они переплетаются, вот эти края переплетаются. И если не переплетутся, оно распадет. То есть, когда вы нажимаете педаль, они как раскрываются, как двери, мы можем просунуть, а потом... Сейчас второй раз опять. Вот видите, как переплетаются тут. А если не нажимать? Нажимать, то мы нажимаем, но если не переплетать, смотрите, она остается здесь открытой. Они должны переплетаться, и получается клетка. Это у вас, получается, здесь обучение проходит, да? Да, да. А кто обычно? Со школы в трудах девочки приходят к нам. Это как кружок? Да, да, как кружок. А туристы к вам часто заходят? С этой пандемией прекратились. А так было. Туристы заходили, обучали их тоже, кто хотел сесть за станок. Мужики даже садятся за станок. Всем нравится, как бы. Это получается, процесс. нужно весь ряд закончить по цвету и потом вернуться? Да, меняем зев и уже идем другую. 4 раза туда проходим, сюда и наполняется одна клеточка. Потом уже меняем узор. У нас есть эскиз. Да, я правильно все делаю? Правильно, правильно. А у вас здесь в центре, в центре ковроткачества вы не делаете, например, ковры на продажу? Или... Мы, когда у нас фестиваль проходит, мы готовимся к фестивалю, кто участвует, всем дарят. Буклетики делают и по сувенирчику. А вот столько ковров у вас тут, это все вы, получается, своими руками делали? Да, своими руками. Мы тут А уже сколько уходит времени на... чтобы вот это получается сейчас начало ковра. Да. Вот сколько, если вот сесть и заниматься, и сколько уйдет времени, чтобы его закончить? Такой ковер ткется месяц. Каждый день должны 3 сидеть. Как сейчас мы сидим 3 должны сидеть. А вот говорили о традициях, что девушка молодая должна иметь, сама себе сделать ковер. А сколько у вас было, когда вы выходили замуж? 4 ковра было. И вы сами все сделали? Мы с 5 класса садились за станок. Как сестры мамы работали, мы мешались. Когда уже наши ноги достали до педалей, нас уже садили за станок. Держитесь. Ой, а это для чего? Как бы заработок был. Целую неделю, когда мы ткали дома ковры, вот такие маленькие ткали. И по воскресеньям ехали в Болград, в Камрад, продавали. А узоры как вы подбираете? Вот узор у нас вот идет край сначала, потом уже розы ставятся. Есть. Какой буклет хочешь, это... Это обязательно цветы или можно что-то другое? У нас только букеты были. В других селах и животные были, но у нас только букеты были. А почему? Это что-то символизирует? Ну, наверное, цветы как бы символизируют везде цветы, любовь. Каждый праздник цветы же дарят. Вот наш тоже, наверное, от этого. А почему вот Гайдар ассоциируется сразу с коврами? Ну, потому что, я ведь говорю, раньше наши люди зарабатывали коврами. В каждом доме станок был, были дома, даже по 2 станка имели. Они были похожи на эти, или это уже более современный вариант? Нет, эти старинные. А вот помимо этого станка, на котором мы работали, здесь есть еще 2. Они как-то отличаются между собой? Это тоже такой же станок? Как бы это вертикально, еще легче тут работать. Тоже тут педаль электрический. Легче работать, чем в тех станках, потому что там как бы сидишь у вала и тяжело. А тут прямо сидишь на стуле. Это современный вариант? Современный, да. Это ковровые были такие станки.
А какие виды станков бывают? Горизонтальные, вот вертикальные станки бывают. А чем он отличается от остальных, например, даже от того или от вертикального? Это горизонтальный, в этом можно работать с челноком. И можно вручную работать. Могу вам показать, как с челноком работаем. А что такое челнок? Вот этот челнок называется. Вот эти полоски делаются с челноком. А на том его нет, да? Это Нет, только на нет, этом? там ручная, вот, там будет такой ковер. А на этом можно вот такие полосками, полоски, узор, полоски, узор. А можете показать, как это работает? Сейчас покажу, как челнок работает. Это получается только просто проводится ниткой и все, да? Зев меняется туда-сюда. И несколько раз проходишь, получается полоска. Потом меняешь цвет, чтобы цветные были полоски. Вот зев меняется, проходит туда челнок. Зев меняется, проходит обратно. А у педалей на этом станке такая же функция, как и на остальных? Да. Педали для того существуют, чтобы зев менялся. Спасибо вам большое за ваш урок. Конечно, на свою свадьбу я вряд ли сотку ковер, но хотя бы поучаствовала в этом процессе. Спасибо. И вам спасибо. Попадете в наши края, заходите, всегда будем принимать вас. А вам усердных учеников. Спасибо. Счастливо вам. Спасибо. Заехав сюда, в село, Маша, обязательно необходимо заехать еще и на ветряную мельницу, потому что таких мельниц у нас в Гагаузии хорошо сохраненных две. Одна у нас в Бешелме, а вторая как раз здесь, в Гайдарах. В Бешелме и в Гайдарах это совершенно разные мельницы. Это у нас идет венгерской постройки, а в Бешелме идет болгарской постройки. Здесь довольно ветрено, и это хорошо, потому что ветряные мельницы как раз работают за счет ветра. Лопасти, то, что мы сейчас с тобой видим, исходя из того, с какой стороны дует ветер, мы можем эту мельницу поворачивать. На самом деле это очень удобно, и когда вот такая ветреная погода, за 5 минут мы можем помолоть целый мешок зерна. Это наша последняя локация на сегодня. Нам уже пора домой для того, чтобы завтра с новыми силами отправиться открывать для себя Гагаузию. Тодор Занет, Zaman kanatları. Zaman kanatları döner, kıyıp kara bulutları. Тодор Занет, Гагаuz milli gimnası. Sirek varınca razgelme rüzgarlı bucak kırlarında evvelki dermenleri. Onlar kimi köylerin kenarlarında üysüz gibi durarlar. Yeni yaşamaya güçlü bakıyorlar. Canlarında belki küserler. Ani insanlar onların yardımını unuttular. İkide birde sallarlar sakat kanatlarını, bezbelli ömüre hizmetleri akıllarına getirirler. Kanatlarsa sal kıcırdır, sonra uflayıp düşünmeklere karar. Ne aklısından geçirir o kanatlar? Kanatlar o zaman kaviydi,
Her bir ikçezinden duyardılar. Nice onların bile ilkten büyük dingil dönmeye başlardı. Sonra çarklar küçük dingilleri çevirmeye koşardı. Küçük dingiller de kaya taşlarını. Dati taşların arasından bak onu akmaya başlardı. Ne benzemir buğun altın tinelere. İnsanlar büyük sevinmelikle toplardılar onu çuvallara. Ama kanatlar bunları görmezdiler. Onlar sal duyardı. O duygulardan onlar daha da hızlı dönerdi. Sevinmelikten bakıp o kısmetli insanlara, anne dermenin dolay yanında Allah'a dua ederdiler. Kanatlar gene ofladı. Sanki ne gene akılsına getirdi. Belki gene insanların Allah'a dualarını, ama niçin bu insanlar ağlar? Niçin getirmediler altın tine? De şimdi kayalar boşuna döner. Niçin süpürüp dermenin dolayını ilerler tozu? Açan kanatlar gördüler, hani insanlar yef kapmayacağı açlıktan ölerler. Anladılar. Neyse oldu. Kanatlar sayıkladı. Bu yaz kuraktı. Kendimiz biliriz. Ama nasıl nice bereket vardı. Kendimiz gördük. Nice insanlar harman vakıdı terekeyi savurdadılar. Niçin getirmeyerler üyüdelim onları? Zavallı kanatlar. Onlar bilmezdi. Hani o bereketi zoruna aldılar insandan. Onlar bilmezdi. Hani evden eve gezerdi komsomolculuklar. Da çengelli süngürler, şişlerler, yekin arardılar. Bilmezdi zavallı kanatlar. Hani o ekinleri sonra çitlerde, ambarlarda, vagonlarda çürüttüler. Ama insana vermediler. Nereden vardı nice bilsin kanatlar? Hani yerindeki paliler büyük çorbacıların yönünde yaltıklanardılar. Düşünüp salt kendi kendilerine halkımı kurban koydular. Kanatlar kıçırdardı. Aklısına geldi, hani o zamanlar teni kapkara olduydu. Deyince başka taftalar zamandan, ihtiyarlıktan kararır ama kahırdan. Kanatlar ta bir kere ofladı. Bu oflamak arasında belki akıllarına getirerdiler onu, nice ağaçlıktan sonra diri kalan insanları gece yarısı kaldırıp hayvanları gibi hayvan vagonlarına doldurup Sibir'e yollardılar. O insanların çoğu kanatlar başka hiçbir zaman görmediler. O titsi yıllarda ne kanatlara ne de kaya taşlarına iş yoktu. İnsanlar kimde tereke kalmıştı, saklardılar onu. Bolay biri görmesin. Of Allah'ım! Bakarım bu kanatlara da hesap alırım. Hani onlar küsülü dermeyinde, küsülü bize, insanlara. Bize kim unuttu onların zahmetini. Kanatlar gıcırdır, dayanık sesle salsın der. Bunca yıl oldu işleriz. Hiç yorulmadık. Sal biraz ihtiyarladık. Göz kulak olun bize. Sahip çıkın. Yeniledin. Bırakmayın zaman rüzgarları bizi dağıtsın. Biz historianız. Biz zenginliğiniz. Bırakmayın toz olalım. Zira bizimle bile toz olacak o uzak dedelerimizin ruhu da hani kaldı bu kanatlarda, bu kaya taşlarında, bu eski dermenlerde. Biz toz olarsak zaman toz olur. Zira biz zaman kanatlarıyız.
Здравствуйте, в прямом эфире на портале Love MD вы смотрите программу Love Life. Сегодня у нас в гостях примарь села Тамай Дмитрий Кися. Дмитрий, здравствуйте, добро пожаловать. Добрый день. Рады видеть в студии. Хотелось бы начать с приятной темы. Думаю, что для тебя, для жителей Тамая недавно стало известно, что выиграли проект. Может быть, рассказать, что подразумевает проект, каков его бюджет и когда планируется его уже внедрить? Да, спасибо большое за приглашение, в первую очередь. Буквально недавно мы стали подписантами договора нового проекта, который был выигран на протяжении практически всего лета, 3 месяцев. Сотрудники примарии села Тамая активно участвовали в семинарах. До этого мы были отобраны на эти семинары и активно участвовали на этих семинарах в Кишиневе. То есть еженедельно наши сотрудники, практически все сотрудники были вовлечены в это, выезжали в Кишинев на семинары. После семинаров наши партнеры, доноры, которые проводили все это мероприятие, организовали грантовые заявки для тех, которые прошли успешно семинары, впоследствии могли быть обучение, тренинги, да, тренинги. И после этого для тех, кто успешно прошел, для них была организована дополнительная заявка, но уже с финансированием. И после этого наши партнеры посетили наш населенный пункт, где тоже провели мы один семинар, уже вовлекли сюда сотрудников школы, детского сада, чтобы было больше жителей, чтобы было больше мнений. И после этого мы отобрали идею проекта совместно, проголосовали. То есть и идея стала это автобусные остановки. У нас на территории села они имеются, порядка 3 остановок, но мы нуждаемся в еще большем количестве, так как у нас есть много жителей и много улиц и пересечений, перекрестков, которые нуждаются в остановках, потому что люди каждый день у нас, каждое утро посещают учебные заведения в других населенных пунктах, там имею в виду колледж и университет. Работают некоторые наши жители в других населенных пунктах, и поэтому была отобрана эта идея. И, к большому счастью, она у нас выиграла, эта идея, и мы сейчас активно занимаемся реализацией. Буквально пару дней назад мы вышли с инициативой местного совета, чтобы выделить контрибуцию, так как проект подразумевает, что 277 тысяч дают наши партнеры, а 138 500 даем мы как контрибуция с нашей стороны. Местный совет удовлетворил данную контрибуцию, и вот мы после этого еще более активнее начали заниматься данным проектом реализации и постараемся как можно в кратчайшие сроки реализовать, и чтобы нашим жителям было комфортнее, удобнее жить в нашем населенном пункте и ожидать автобусы. А кто донор по этому проекту? Мы работали совместно с Калмом, то есть Конгрессом местных органов властей, в проекте UN Women при финансировании Швейцарии. Да. Ну, отлично. А сроки реализации примерно? Сроки реализации подразумеваются у нас декабрь. Мы постараемся уложиться в этот месяц, чтобы мы до конца года реализовать этот проект. Мы немного по срокам практически немного не успеваем, но мы приложим максимум усилий, чтобы реализовать и чтобы закрыть этот отчетный год уже с приятными, фактически на практике уже результатами. Получается, нужно будет проводить тендер? Нет, часть закупок делают наши партнеры, да, и финансирование они сами делают, мы делаем уже часть нашего финансирования. А если вот подводить итоги этого года именно по внебюджетным проектам, может быть коротко рассказать самых важных проектах, то есть что удалось внедрить, что, может быть, планировали, но не получилось? На протяжении этого года, как и прошедшего года, мы участвовали в разных грантовых заявках, мы активно их ищем для того, чтобы реализовать их на территории нашего населенного пункта. Что касаемо, начиная если с начала года, то мы в декабре месяце 2024 года начали реализацию, провели там тендер, закупили автобус для наших коллективов по спорту, по Дому культуры и для других мероприятий. И в январе-феврале мы реализовали этот проект. И уже на протяжении, можно сказать, 10 месяцев у нас активно мы используем автобус для наших жителей, потому что мы по воскресеньям наших бабушек, дедушек отвозим в церковь на службу.
и потом обратно. И в другие дни, когда есть мероприятия у наших футболистов, у наших борцов, волейболистов, либо у коллектива Дома культуры, то мы активно используем автобусы и для них. До этого эта проблема была для нас. У нас был автобус, но он был с советских времен и не осиливал далекие, долгие поездки. Максимум мог там Чадрунgu, Камрад, но не далее. И поэтому мы тогда еще поставили себе акцент, что мы будем уделять этому внимание, и, слава богу, мы реализовали это. Впоследствии мы реализовали уже буквально недавно еще один проект. Это детская площадка по улице Высоцкого. Ранее там уже была площадка, но она была практически уже изношена, то есть практически там ничего не осталось. Это из внебюджетных? Да, это мы выиграли проект через МИГ Гагауского Рафлары, и буквально тоже недавно реализовали, и в скором времени сделаем, скажем так, открытие, чтобы наши жители были в курсе, что уже данный проект профинансирован и реализован, и уже могут наши дети посещать. Уже посещают до этого, но мы сделаем уже более, так скажем так, открыто, официально данный проект. Для нас тоже это было немаловажным, так как у нас есть очень много детей, и необходимо, чтобы они как-то активно проводили свое время. И наши жители, у нас как бы и длинное село, большое село, и хотим еще в нескольких местах в дальнейшем разместить детские площадки, чтобы дети с одного края, потому что у нас длина нашего населенного пункта, расстояние составляет 3 километра, чтобы дети с одного края не шли на другой край. В последующем постараемся и в других участках это сделать. Что мы еще реализовали в этом году? Это мы отремонтировали пожарный пост. Через Solidarity фонд мы выиграли проект. Тоже на протяжении многих месяцев вносили изменения, дополнения в этот проект. Участвовали тоже в семинарах, ездили в Гурабуклу, Новоанинский район, совместно с нашими с пожарниками на фестиваль. И впоследствии тоже реализовали данный проектик, даже можно сказать проект, и отремонтировали практически все здание пожарного поста, приобрели для них мебель, утеплили здание, установили отопление на твердом топливе, батареи установили, заменили фасад, двери, окна, то есть практически сделали удобства, создали удобства для наших пожарников, которые работают, которые защищают наш населенный пункт, и поэтому мы решили, что приложим усилия и для них удобства, чтобы они более активнее, более комфортнее реагировали на проблемы, которые у нас есть. Касаемо вот в продолжении темы о внебюджетных деньгах, многие примары, даже в автономии, вот с кем я общался, они говорили, что это очень сильно спасает на самом деле. Особенно последние 5 лет, потому что даже взять фонд КАП инвестиций, да, он совсем слабый по сравнению с тем, что было раньше в Гагаузии. Но самое интересное, что мнения очень разные. То есть, допустим, в примарах городов у них больше возможностей, да, то есть у них там отделы работают. А примары сел, вот меня больше всего интересовало, как выстраивается эта работа. То есть, если у вас возможность нанимать специалиста, которые отдельно, вот, допустим, по привлечению грантов, да, по написанию этих проектов, или же вам приходится, по сути, разделять эту работу, да, и делать то, за что, в принципе, вам не платится. То есть, например, определенные там специалисты при примарии. Как вот в примарии Тома это все? В примарии села Тома есть специалист по привлечению инвестиций, но из-за того, что у нас имеется большое количество проектов, иногда мы получаем заявки, в некоторых моментах мы не всегда успеваем во все подать, но мы практически на 99% заявок, которые мы имеем, мы на все подаем. И исходя из, проанализируя, если сколько заявок мы подаем, то где-то порядка 30-40% проектов у нас удачными, а потом впоследствии мы получаем положительный результат. Касаемо сложности, то есть без привлечения внебюджетных средств, скажу так, что примария мало чего может делать. Это мы на практике видим, потому что бюджет у нас по сумме, если так сказать, 14 миллионов, вроде бы сумма большая, но если вникнуться вглубь, то практически на развитие не остается средств. И приходится привлекать внебюджетные средства. Мы активно этими мерами пользуемся, потому что видим, что без привлечения средств, без посещения
без встречи с нашими донорами мы не сможем развиваться. И поэтому мы ищем варианты, мы ездим, мы общаемся для того, чтобы привлекать средства. Касаемо привлечения средств небюджетных, еще тоже хочу отметить. Мы буквально еще внесли некоторые изменения. Мы выиграли еще один проект, международный уже, он считается трансграничный. Interact Next Black Sea Basin выиграли совместно с Турцией и с Болгарией. Это такой международный проект на территории села, он впервые такого уровня. И проект большой, подразумевает, что мы в скором времени установим видеокамеры на территории нашего села и повысим безопасность. И мы внесли некоторые изменения в бюджет данного проекта, и часть финансирования уйдет на следующий год на установку фонарей на солнечных панелях. Потому что в настоящее время у нас уличное освещение горит короткое время, до 11 часов, но мы знаем, что необходимо для безопасности, в первую очередь, наших жителей и домовладений, необходимо, чтобы уличное освещение горело еще больше. И мы через этот проект сможем это реализовать. А по поводу уличного освещения, то есть в Гагаузии, там, по-моему, в 2017 году создали фонд, через который выделялись деньги в зависимости от количества населения, да? Но с ним в разные годы были проблемы, то есть то выдавали, то потом меньше давали. Сейчас из бюджета Гагаузии вы получаете какие-то деньги на уличное освещение? Да, мы получаем, но эта сумма, скажем так, наши затраты порядка в 3 раз больше. Да, и мы получаем порядка 100 тысяч, если не ошибаюсь, 105 тысяч, но тратим больше 300 тысяч. И это все это на оплату электричества, это с на учетом, заработную до плату. 11 часов. Да, это с учетом до этого периода, но мы ищем варианты, чтобы, уже нашли практически вариант, чтобы это немного снизить затраты. Мы до периода, скажем так, когда выделялись побольше финансирования на уличное освещение, тогда фонари у нас устанавливались практически на каждый столб, то есть было финансирование, и в связи с этим устанавливались на каждый столб, и уличное освещение горело всю ночь. Но, к большому сожалению, этот проект уменьшил свои суммы выделения на каждый населенный пункт, и сейчас нам приходится сокращать время пользования уличным освещением. В этой студии несколько месяцев назад мы с Николаем Гатишаном, то есть это экс-примар Бижгёза, обсуждали ситуацию с привлечением небюджетных денег, с фондом контрибуции, как раз когда были скандалы из-за этого фонда. И прозвучала такая идея, я даже спрашивал у Николая Георгиевича, будучи примаром еще Бижгёза, хотел бы ли он и помогло бы ли ему, допустим, если при исполкоме Гагаузии был бы отдел или по привлечению инвестиций, да, то есть этот бы отдел помогал бы всем примарам при подаче заявок, при поиске доноров, там, не знаю, какие-то финансовые моменты, даже внедрения. Вот твое мнение по этому поводу? Это было бы очень хорошо, потому что в настоящее время мы проекты ищем сами. То есть мы посещаем разные сайты, посещаем разные семинары, форумы, ищем новых партнеров, и исходя из встреч с ними, из диалогов с ними, иногда мы находим новые проекты. И посещая, я имею в виду разные сайты наших партнеров, то есть мы сами вовлекаемся в это, чтобы найти. Если бы это было при региональных властях, я думаю, и сразу было бы логичнее направлять на все примеры Гагаузии условно сайты, чтобы мы могли зайти напрямую сразу это увидеть и не тратить время. Вдруг мы что-то не нашли, было бы хорошо это централизованно сделать и дать возможность реализоваться и развиваться всем населенным пунктам Гагаузии. Потому что в настоящее время кто-то находит, кто-то не находит и работает с тем, что имеет. На самом деле это будет довольно интересная тема. Я думаю, что в случае, если в следующем году будут выборы в Башканы, все к этому идет, просто пока неизвестно когда. Ситуация в примарском корпусе. Хотелось бы обсудить. Насколько я знаю, за последние 2-3 месяца было довольно много заседаний примарского корпуса, и как будто бы их стало еще больше, чем то есть было на протяжении всего года. Не знаю, может быть, я ошибаюсь. Значит, хотелось бы, конечно же, понять,
встречи закрыты, да, то есть мы, в принципе, не знаем, что там обсуждается. И хотелось бы вот напрямую узнать у примаров, даже вот последние взять встречи, что на повестке, что обсуждается, какие темы, может быть, какие предложения или споры ведутся. Споров у нас не имеется, у нас в примаристском корпусе имеется единство. Мы стараемся, если мы организуем встречи совместные, мы стараемся решать проблемы, которые затрагивают нашу работу, нашу функциональность, и стараемся реагировать на все проблемы, решать их, направлять обращения в органы, то есть центральные органы, либо в региональные органы, чтобы получать решение наших проблем. Приведу пример одного из обращений. Мы знаем, что в 2021 году вступит изменения в законодательство касаемо водоснабжения. То, что операторы, которые будут оказывать в настоящее время водоснабжение, услуги по водоснабжению, по воде, должны будут иметь авторизацию. И мы недавно получали письма от министерства, что вот вступит закон в силу, и необходимо уже потихоньку готовиться к этому моменту. Но мы столкнулись с проблемой, что большинство населенных пунктов, некоторые населенные пункты поставляют воду, то есть идет техническая вода. И авторизацию Центр общественного здоровья дает только на питьевую воду. И мы столкнулись с проблемой, какую воду, точнее, какую авторизацию можно получить на техническую воду и кто выдает. Центр общественного здоровья говорит, они дают только на питьевую воду, а кто дает на техническую воду, мы столкнулись с проблемой, что никто не знает. И мы направили письмо в Министерство здравоохранения, тогда согласовали с нашими коллегами, направили в Министерство здравоохранения, в другие структуры тоже, чтобы нам дали, скажем так, разъяснение, куда мы можем обратиться, чтобы получить и чтобы решить данную проблему. От Министерства здравоохранения тоже получили ответ, что они не выдают на техническую воду, и порекомендовали обратиться в Министерство окружающей среды, чем мы и в настоящее время занимаемся. Потому что в случае, если мы не будем иметь авторизацию на подачу воды, придется и перейти к тому оператору, который имеет авторизацию, то есть к региональному либо к районному. И мы еще дали такую идею, чтобы внести изменения в данный закон, в данную статью, которая имеется в законе о воде, чтобы те населенные пункты, которые покажут эффективность и смогут доказать, что они могут сами обеспечивать функциональность и качественно поставлять воду нашим жителям, чтобы они оставались при примирии, потому что данный закон еще влечет, что необходимо будет передать, нельзя будет напрямую через примирию оказывать данную услугу, придется через муниципальные предприятия. Но мы знаем, что в некоторых моментах, в некоторых случаях муниципальные предприятия по оказанию услуг по воде иногда затрачивается больше финансирования. И нецелесообразно содержать муниципальные предприятия, если это можно сделать более эффективно и качественно при примирии. И с этими инициативами, идеями мы тоже вышли в министерство, чтобы они рассмотрели и в случае, если есть такая возможность, внесли некоторые изменения, пока есть на то возможность. Хотелось бы узнать твое мнение касаемо скандала с обвинениями некоторых примаров. В сентябре, по-моему, этого года Сергей Чернев, глава госканцелярии офиса Камрад Гагаузии, заявил о том, что вот ряд примаров в автономии ежемесячно получают там, около 1000 евро от Шора, типа неофициальной зарплаты. И он зачитал в одной из программ список из 8 примаров. Большинство из них победили на выборах в 2023 году от партии Возрождение. После этого появилось письмо Ассоциации примаров Гагаузии, в котором потребовали, чтобы Чернев представил аргументы, да, то есть, что они действительно получают эти деньги. Что ты думаешь по поводу этой ситуации? Я уверен, что в том числе ее обсуждали, может быть, был даже на том заседании, когда вот это обсуждалось. По данному вопросу я не владею информацией, кто фактически как, где и что получал, то есть я не могу прокомментировать, что кто-то получил, я не имея на то аргументы, то есть
по настоящее время, если что-либо не доказано, то есть если нет какого-то судебного решения против кого-то, что он куда-то вовлечен и нарушил законодательство, я думаю, и на сегодняшний момент и вины никакой нет. То есть если, тем более даже если примары, то есть что-либо получали, я имею в виду обобщенно в каких-то моментах на территории Республики Молдова или где-либо, я думаю, то в кратчайшие сроки бы соответствующие органы отреагировали бы и пресекли бы данные, скажем так, действия. На твой взгляд, даже в Гагаузии были примары, которые, допустим, не сотрудничали с Шором, да, были примары, которые тесно сотрудничали. На твой взгляд, для них, для тех, кто сотрудничал с Шором, последствия будут для них какие-то или, может быть, уже ощущаются последствия? Я не могу сказать, каким образом они, кто как сотрудничал. Ну, сотрудничая, скажем так, на законных условиях, на законных мерах каким-то образом, если что, для, скажем так, улучшения качества жизни населения в их населенных пунктах, и если они в какие-то неправомерные действия не вникали, то я думаю, и последствия для них отрицательных не будет. По поводу депутатского корпуса. То есть заканчиваются их мандаты, 22 марта будут выборы. Как бы ты оценил работу этого созыва? Вот, окей, последние 2 года, да, потому что в 23-м году были местные выборы, там ровно 2 года назад, чуть больше, да. То есть лично для примарии Тамая, для тебя как для примара главы села, то есть как бы ты оценил работу нынешнего созыва? С действующим пока еще на это время созывом Народного собрания мы проработали совместно, скажем так, 2 года. И для нашего населенного пункта, согласно тех законов, которые были приняты Народным собранием, мы получали капитальные инвестиции. Да, к большому сожалению, что до нашего еще прихода на должность примара некоторые направления были сокращены, но то, что нам было положено, то есть в сумме касаемо капитальных инвестиций мы получаем ежегодно порядка 240-245 тысяч. Мы эту сумму получали, то есть с этим проблем мы не имели, мы их по закону получали и распределяли уже на деятельность нашего населенного пункта. Касаемо капитальных фонда возмещения контрибуций, мы в прошлом году обращались по некоторым проектам, когда мы писали заявки, видели, что необходима контрибуция с нашей стороны, мы тоже обращались, но у нас суммы были на тот период маленькие, то есть порядка 100 тысяч, 120 тысяч плюс-минус, и нам это тоже возмещали. В этом году мы имеем более 3 проектов, которые мы уже практически находимся на стадии реализации, и впоследствии уже на следующий год мы обратимся с инициативой, чтобы нам возместили контрибуции по этим проектам. И мы надеемся на положительный результат, на положительное решение Народного собрания. Были, возможно, и отрицательные какие-то стороны, и, может быть, побольше положительных, которые я не назвал, но мы надеемся, что народные избранники в лице Народного собрания будут в дальнейшем в единстве и будут работать на благо жителей. Как очень дипломатично ушел от ответа личного мнения о депутатском корпусе. Депутат от села Тамай Сергей Чемпаеш был, наверное, одной из ключевых политических фигур в Народном собрании, но после прихода команды Шора, он, во-первых, был против, да, и он попал, можно сказать, в оппозицию, да, в том числе у Дмитрия Константинова, у большинства в Народном собрании, был против многих решений, связанных с поддержкой Шора. И, я до конца так и не понял позицию Сергея Константиновича, но, в принципе, он последние 2 года не участвует в заседаниях НСГ. Вот этот фактор, он как-то сказался на работе села, потому что, у нас
так сложилось, что многие вопросы примар решает в том числе через депутата. То есть депутат от этого округа или от села, да? И уже депутат там стучится в двери там, или вместе они там решают. Да, на практиках, на примере по другим населенным пунктам, анализируя вот это все, я вижу, что совместно, когда примар и депутат продвигают общественные интересы и заходят в определенные, скажем так, структуры совместно и продвигают идеи, то у них больше шансов на реализацию, на то, что они получат положительный эффект. Сергей Константинович у нас на протяжении многих созывов является депутатом Народного собрания, и было и многое сделано для нашего населенного пункта села Тамай. Касаемо того, что Сергей Константинович на протяжении последних 2 лет не участвует, это его решение касаемо этого, то есть он в некоторых моментах разочарован некоторыми действиями и результатами, которые у нас прошли 2 года назад. И мы в любом случае поддерживаем с ним связь. В некоторых моментах мы с ним общаемся, думаем, как можно сделать для того, чтобы было лучше для наших жителей. То есть мы поддерживаем контакт. Встречаетесь и обсуждаете, да, какие-то моменты? Бывает. Хотелось бы затронуть судебное дело, связанное с собственностью примарии. Для села, насколько понял, оно довольно громкое, да, потому что оно затрагивает, с одной стороны, собственность примарии, интересы примарии. Интересы примарии — это интересы всего села. Да. С другой стороны, оно связано и с некоторыми интересами людей, то есть, я так понял, семьи председателя сельсовета Тамая, да? Да. То есть, как бы, и вот, я, насколько понимаю, вот это вот противостояние, оно в том числе вылилось по этому судебному делу. Что сейчас с этой ситуацией, то есть на какой она стадии, то есть апелляционная палата, высшая судебная палата, чем рискует примария, проиграв это дело? В настоящее время мы находимся на несем тут судебные тяжбы и обжаловали определение решения первой апелляционной палаты, второй инстанции в высшую судебную палату. Очень коротко можно будет, вот для тех, кто нас смотрит и кто не в курсе, в чем суть дела? Прям вот коротко. Да, на протяжении уже более 10 лет подавались иски в адрес примара, примарии, местного совета касаемо того, что якобы еще в 2004 году действующий председатель совета продал после развала колхоза, где он находился после развала колхоза, преобразовалась в АО Тамай, после этого в другие организации. И будучи в других организациях... То есть здание колхоза кто-то принадлежал? Да. На тот период после он продал... Была создана ими же другая организация, и он продал на ту организацию, где был его брат, продал туда 2 помещения примарии в 2004 году. То есть есть договор, точнее 3 договора с разными суммами. Да. Продал своему брату 2 помещения, которые принадлежали примарии. На тот момент они были общественными, то есть и еще не были, скажем так, не имели кадастровый номер за примарией, но они были зданиями, скажем так, правления колхоза. То есть после этого вот такое назначение было у них. Но была ранее произведена инвентаризация и закреплена при примарии, но видя это, заранее было обговорено и сделаны 3 договора разных, с разными суммами. В одном из договоров была другой номер примарии, то есть улица Ленина, и адрес другой. То есть и имелась одна накладная, то есть 3 договора, одна накладная. И накладная была отписана раньше, чем договор. То есть, насколько я знаю, сначала идет договор, а потом уже накладная, а тут совсем по-другому. Ни один из этих договоров не был закреплен нотариально, то есть нотариусы его не заверили, и ни один из договоров не прошел через кадастр. То есть кадастр тоже не внес изменений и не закрепил право собственности за... А почему сейчас эта тема всплыла? То есть в 2004 году продали? Да. А как она пыталась всплыть и ранее, то есть в 2017 году, в 2012 году подавались иски в суд, но из-за того, что не могли найти решение, обоснованные доводы, иски отзывались.
То есть подавались... Подавал примири или... Нет, нет. Подавал, скажем так, якобы собственник, подавал истец в настоящее время, который хочет установить за собой право собственности. То есть, да, те люди подавали, не находили решения, возвращали обратно. Подавали, не находили решения из-за того, что суд говорил им, предоставьте нам более дополнительные, аргументированные факты, документы. И в связи с тем, что они их не имели, либо не находили решения, не находили способа решения, видели, что у них дело прогорит, они отзывали все обратно. И в 2022 году они подали еще раз. До этого тоже активно подавали, но в 2022 году суд принял на рассмотрение дело. И с тех моментов начались судебные заседания, и они завершились в апреле 2024 года. То есть суд первой инстанции завершился в апреле 2024 года. Я пришел в конце ноября 2023 года и смог участвовать на одном или двух судебных заседаниях. Но, к большому сожалению, мы на тот момент в процессе активно изучали данные судебные разбирательства, факты с их стороны, какие якобы они приводят, и аргументацию с нашей стороны, и не успели полностью преподнести все наши доводы, которые мы имеем, и документы. И мы в тот час, как только увидели определение первой инстанции, решение первой инстанции, которое было не в пользу общества, не в пользу жителей села Тамай, не в пользу примирии и местного совета, обжаловали ее в апелляционную палату. Апелляционная палата тоже приняла на рассмотрение данное дело. Начинался судебный процесс. И в день суда апелляционной палаты поступило обращение от истца, потому что, чтобы вы понимали, также хочу отметить, что ответчиком является я как примар являюсь, то есть примар, и является сельский совет, то есть местный совет является вторым ответчиком. В судебную инстанцию апелляционной палаты обжаловал решение первой инстанции только я как примар, местный совет никак не отреагировал. То есть 0 внимания было уделено этому. Если они промолчали, никак не отреагировали, значит согласились с решением первой инстанции. И что делает на это истец? Подает частичный иск об отзыве примара. Якобы уже в апелляционной палате они в отношении примара не имеют никаких претензий. В первой инстанции они имели претензии, а во второй инстанции уже не имеют. И также просят в связи с тем, что второй ответчик в лице сельского совета претензий к истцу не имеет, прекратить данное дело. А как связан местный совет Тамая с компанией, которая хочет получить помещение? Председатель местного совета является также и сын является истцом. Председатель совета, принадлежит сыну председателя совета. Да. И в связи с этим и наши отзывы от местного совета никак не поступали в защиту местного совета и жителей села Тамай. А апелляционная палата? Апелляционная палата Камрад, она удовлетворила частичный иск в отношении примара меня, отозвала. И в связи с указала, что в связи с тем, что истцом, точнее второй ответчик сельский совет никак не отреагировал, то есть не обжаловал. В связи с этим это фактически признается, что он согласился с определением первой инстанции, с решением первой инстанции и оставил в силе решение первой инстанции. И мы в тот час, как только получили определение, запросили, чтобы нам дали как можно в короткие сроки. И 26 ноября мы обжаловали ее в высшую судебную палату. И 2 дня назад у нас было заседание местного совета, где я поставил на повестку дня вопрос о делегировании от местного совета представителя, чтобы мы обжаловали и от лица сельского совета данное решение апелляционной палаты в высшую судебную палату. Потому что, чтобы были весомые доводы, чтобы сельский совет вовлекся в это. И мы в процессе бурных дискуссий делегировали. И надеемся, мы подготовим. У нас имеется уже для сельского совета совместно уже подготовили, преподнесем им, чтобы они тоже ознакомились и обжаловали в высшую судебную палату. А что сейчас с этими помещениями? То есть там они заняты? Да, в настоящее время данным помещением пользуются у нас муниципальные предприятия. И мы тоже через совет провели
скажем так, предоставили им эти помещения для пользования, потому что у нас как бы наше общественное имущество пользуется для нашего общества. Муниципальные предприятия оказывают услуги для наших жителей, это водоснабжение, пекарня, зерноток, и в связи с этим у нас мы имеем и мало помещений. То есть если мы теоретически так рассмотрим, в теории, если мы проигрываем данное дело, то у нас нет помещений для муниципальных предприятий, их придется выгнать. То есть какой-то частник будет сидеть в здании Пнюри, а муниципальному предприятию придется сидеть непонятно где. А скольких примерно помещений? Какой площади? Имеется два помещения, 2 кабинета площадью 18 квадратных метров. Всего? Или Да, каждый? да. Да, буквально последний вопрос нашей программы. Бюджетные итоги для Тамая. То есть в целом вот, да, начало декабря, но в принципе уже можно подвести итоги. Каким он выдался для села? Для нас, как и для других населенных пунктов, год был сложным. На протяжении, как мы уже, я и говорю, и с нашими коллегами, которые работали ранее и работают и по настоящий день, говорят, что сегодняшнее время очень тяжелое. Раньше было как немного легче работать, потому что и бюджеты были более таким доступными для развития. В настоящее время, благодаря привлечению других проектов, то есть небюджетных средств, сотрудничая с нашими партнерами, с нашими друзьями по другим проектам, мы смогли этот год выдержать. Мы смогли в этом году реализовать проекты для наших жителей, чтобы показать им, что можно более доступнее, более комфортнее проживать. И бюджетный год мы завершаем без дефицита, то есть у нас будет и остаток свободные средства на следующий год. Мы их уже сможем увидеть в начале января-февраля и уже тоже распределить для некоторые нужды для нашего населенного пункта. В целом хочу отметить положительную сторону этого года. Было многое сделано, может быть, многое и не смогли, но мы прикладывали для этого максимум усилий и в дальнейшем будем тоже стараться для наших жителей. Ну, мы желаем успехов, конечно же, и понимаем, что действительно для каждого примара, для местных органов власти, ну и год такой выборный год, да, обычно примары не очень любят, когда проходят выборы, потому что там некоторые процессы останавливаются, там, и пока новый парламент будет принят и да, начнут работать все программы, уходит время. Мы напоминаем, что вы смотрели программу, и гостем в этой программе был примар села Тамая Дмитрий Кися. Оставайтесь с нами и до новых встреч! Добрый день, меня зовут Чеботар Варвара, мне 18 лет. На данный момент я обучаюсь в лицее имени Николая Третьякова. И на этапе своей жизни, 18-летней, я не могу конкретно сказать, какую роль я занимаю и чем я занимаюсь. Потому что есть очень много различных, скажем так, ответвлений в моей жизни, которые для меня важны. Первое, о чем я бы хотела рассказать, это учеба. Я учусь в 12 классе. За этот учебный год я успела себя попробовать в школе президентом школы. Я состояла в совете учащихся. Там я
помогала в реализации многих наших проектов. Я сама предлагала идеи, я сама искала людей, которые могли бы в них поучаствовать и так далее. Второй частью моей жизни является искусство. Я в этом году начала рисовать на заказ картины, и я хочу посвятить даже серию картин, посвященную гагаузской тематике, про фольклор, про быт, про ремесло, про культуру и многие другие вещи. Также я очень активно в этом году занималась волонтерством. Я была волонтером во многих проектах, устраиваем молодежным центром, в котором мы сейчас находимся. Кроме того, я помогала в Теквиле Камрад. Один из самых масштабных мероприятий это было IT-карьер-экспо, на котором было около 400 людей. Ну и кроме того, я помогала в небольших благотворительных акциях и так далее. Для меня Гагаузию и Молдову можно, в принципе, разделить, потому что Гагаузия является автономией, как мы все знаем, и она немножко отличается от Молдовы. Отличается не только название, но и отличаются сами люди, сама культура, сами традиции, потому что я очень хорошо знакома и с традициями гагаузского народа, и молдавского. Я хочу посоветовать молодежи, чтобы она бралась за все возможности, за которые можно браться, потому что на данный момент в Гагаузии реализовывается огромнейшее просто количество интересных, необычайных проектов. Дается очень много шансов на реализацию и много чего другого. То есть на данном этапе развития Гагаузии есть чем заняться, есть куда стремиться. Я могу рассказать также про проекты, в которых я приняла участие за последние полгода. Последний проект, в котором я приняла участие, это симулятор народного собрания, в рамках которого мы посетили парламент Республики Молдова, правительство Республики Молдова. Планируется в пятницу встреча в ОБСЕ. И в итоге этого проекта я смогла представить свою идею, свою инициативу перед высшими органами власти, депутатами нашего парламента. Вторым проектом для меня стало Эковизио, потому что я там несколько дней обучалась по игре Keep-Cool, и мне даже предложили стать сертифицированным ментором у них. Я сейчас в процессе получения сертификата. Я планирую сделать что-то полезное для нашего региона, что-то в сторону его развития. Не знаю, в каком формате это будет. Это тоже написание картин, это написание проектов и привлечение грантов, либо что-то гражданское, какая-нибудь инициатива. Но я думаю, что я окажусь полезной. Надеюсь. Вы смотрите итоги уходящей недели, самые важные события в подборке Love. Правительство объявило, что с 2026 года будет отменен автоматический механизм компенсации за электроэнергию, который применялся в счетах граждан. Сразу два мэра объявили об уходе с постов, объяснив свое решение давлением со стороны центральных властей. Бывший лидер ДПМ Владимир Плохотнюк впервые лично предстал перед судом по делу о банковском мошенничестве, заявил о своей невиновности и потребовал допроса более 160 свидетелей. А теперь об этом и других событиях недели более подробно.
Правительство одобрило предоставление компенсаций за электроэнергию за ноябрь всем домохозяйствам страны. Компенсации автоматически отразятся в счетах, покрывая до 1 лея 25 банов за киловатт-час на потребление до 110 киловатт. Кроме того, Кабинет министров одобрил максимальную компенсацию за отопление. В этом сезоне помощь снижена с 1400 леев до 1000, а минимальная составит 500 леев. При этом введен новый критерий. Домохозяйства, получившие свыше 4000 леев банковских процентов за предыдущий год, лишаются права на денежные компенсации за тепло. И еще одно изменение. С начала будущего года компенсация, которая автоматически включается в квитанцию за свет, будет отменена, а власти сосредоточатся исключительно на денежной помощи для уязвимых категорий населения, сообщила министр труда и социальной защиты. Поставщик электроэнергии Пример Энерджи предупреждает жителей Молдовы о новом виде мошенничества. Аферисты звонят гражданам, представляются сотрудниками компании и требуют по телефону ваши персональные данные: фамилия, имя, отчество, адрес, данные удостоверения личности под предлогом срочной замены электросчетчиков. В случае отказа они угрожают отключить свет на срок до 2 недель. Звонки могут поступать даже в выходные дни. Поставщик электроэнергии предупреждает, что никогда не запрашивает личные данные по телефону для плановых замен счетчиков. У сотрудников есть все необходимые сведения. Компания призывает не сообщать свои личные данные по телефону, а о подозрительных звонках сообщать в полицию. Единовременное пособие при рождении ребенка будет увеличено с 21 350 леев до 21 886 леев с 1 января 2026 года. Изменения предусмотрены в проекте закона о бюджете государственного социального страхования на 2026 год, одобренного 4 декабря правительством. В следующем году поддержка будет оказана более 78 тысячам детей. Для застрахованных родителей мы продолжим выплачивать ежемесячное пособие до 3 лет, которое рассчитывается из заработной платы родителя с наибольшим доходом. Система поддержки семьи и детей – это цифровая платформа, не требующая подачи заявлений. Все выплаты производятся автоматически, отметила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару. Минимальная цена пачки сигарет с 2026 года составит 46 леев 59 банов. Об этом сообщила Государственная налоговая служба. Продавцы, которые будут продавать сигареты или сигары дешевле установленной цены, рискуют получить штраф от 30 до 50% стоимости товаров, находящихся на момент проверки на складе или в магазине. Гражданам, обнаружившим дроны или их фрагменты, рекомендуется не приближаться и не касаться к ним. Министерство внутренних дел предупреждает, что дроны могут быть опасны, поскольку содержат взрывчатые вещества или электрические компоненты. В таких случаях рекомендуется немедленно сообщать в полицию. МВД призывает граждан соблюдать дистанцию до прибытия спасателей. Если беспилотник замечен в полете, гражданам не следует пытаться остановить его или уничтожить. Единственная рекомендуемая мера – позвонить по номеру экстренной службы 112. Правоохранительные органы выпустили предупреждение после случая в Пипенах Санчурейского района, где местный житель обнаружил неисправный дрон недалеко от села и решил забрать его домой, не сообщив о нем властям. В Молдове упрощается механизм получения компенсируемых лекарств. Срок действия рецепта на препараты для острых заболеваний продлевается с 10 до 15 дней. Тест полоски и ланцеты для пациентов с диабетом 2 типа теперь можно выписывать на 6 месяцев, а не на 3. Отменяется ограничение на получение препаратов не более чем за 3 посещения аптеки. Кроме того, в одном рецепте теперь можно будет указать полный курс лечения по всем заболеваниям пациента, а не только по одному, как было ранее. Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов предотвратили продажу 5 тонн опасного пальмового масла. Продукция была задержана на складе импортера после того, как лабораторная проверка показала почти 2-кратное превышение допустимых норм содержания вредных веществ, токсичных соединений, которые образуются при неправильной высокотемпературной обработке. Партия не допущена к продаже и подлежит возврату производителю или уничтожению. На минуту
минувшей неделе Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов сообщило о наложении официального ограничения на крупную партию импортного куриного мяса механической обвалки весом 2305 килограммов. Зараженная продукция была заблокирована на пограничном посту Леушена после обнаружения в ней бактерии сальмонелла. Агентство квалифицировало всю партию как непригодный для потребления субпродукт и направило ее на безопасную утилизацию под надзором инспекторов. Кроме того, агентство предупредило потребителей об обнаружении остатков антибиотиков в куриных яйцах, произведенных компанией Адалва из села Цепало. Потребителям настоятельно рекомендуется проверять этикетку и вернуть приобретенные яйца в магазин вместе с фискальным чеком. Парк развлечений «Архейленд», основанный осужденным олигархом Илоном Шоро, прекращает работу. Об этом сообщила мэр Аргеева Татьяна Кочу, объяснив решение приостановкой финансирования. По словам Кочу, Шоро больше не может поддерживать свои социальные проекты из-за, цитата, «давления и шантажа со стороны центральной власти». 1 декабря Илон Шоро, который находится в России, объявил о закрытии своих социальных проектов в Молдове. Он заявил, что власти, цитата, «блокируют переводы и арестовывают сотрудников, обвинив президента в блокировании финансирования». Мэр Аргеева Татьяна Кочу 2 декабря подала в отставку после того, как накануне поддержавший ее кандидатуру на местных выборах Илон Шоро объявил о закрытии в Молдове своих социальных проектов. Кочу заявила, что уходит в отставку из-за угроз и преследований со стороны власти. 3 декабря о своем уходе с поста градоначальника Тараклии сообщил Вячеслав Лупов. В 2019 году он победил на местных выборах, будучи кандидатом от бывшей партии Шоро. В 2023 году после расформирования партии баллотировался как независимый, но продолжал ассоциировать себя с командой Шоро. Министерство внутренних дел напоминает гражданам о действующих ограничениях на использование пиротехнических изделий. Глава МВД Даниила Мисаил-Никитин сообщила после заседания правительства, что в стране полностью запрещены петарды. Что касается фейерверков, их использование разрешено, но при соблюдении строгих правил. В частности, запускать их запрещено с 22:00 до 7 утра. Исключение составляют только национальные праздники, которые установлены законом. Бывший лидер ДПМ Владимир Плохотнюк на этой неделе впервые лично принял участие в судебном заседании по делу о банковском мошенничестве после экстрадиции в Молдову. Он заявил о своей невиновности и потребовал допроса 164 ключевых свидетелей, многие из которых занимали высокие государственные посты в период с 2013 по 2015 год. Суд частично удовлетворил ходатайство защиты, одобрив допрос 27 свидетелей, включая экс-премьеров и бывших спикеров парламента. Адвокаты выразили несогласие с ограничением списка, назвав это серьезным нарушением права на защиту. Депутат от фракции «Альтернатива» Ион Кику инициировал законопроект, обязывающий сотрудников и руководителей средств массовой информации, получающих финансирование из государственного бюджета или внешних проектов, подавать декларации об имуществе и личных интересах. По словам Кику, цель инициативы – обеспечить прозрачность и контроль за использованием публичных средств, которые в последнее время в значительных объемах направляются на поддержку масс-медиа. Проект коснется основателей, руководителей и сотрудников исключительно тех СМИ, которые пользуются государственными или внешними ассигнованиями. Проект фракции «Альтернатива» в ближайшее время будет зарегистрирован в парламенте. Новые назначения в таможенной службе. Глава службы Раду Враби объявил о завершении формирования управленческой команды, назначив 2 новых заместителей директора. Каролина Гаргаун, ранее работавшая в программах USAID, будет курировать доходы и таможенный контроль. Верил Дуага, имеющий опыт работы в самой службе, назначен ответственным за борьбу с мошенничеством и соблюдение законодательства. Министерство образования объявило о возвращении к классическим оценкам по математике и румынскому языку для учеников 4 классов. Министр Дан Перчун объяснил, что это необходимо для более плавного перехода детей из начальной в среднюю школу, поскольку внезапный переход к оценкам в 5 классе часто становится для них шоком и источником стресса. Такой была минувшая неделя.